Вы должны кое-что понять. Кино сегодня оказалось в разочаровывающей позиции в процессе всей индустриальной дегенерации. Мы разом вдруг потеряли все. Не осталось уже никаких надежд. Ведь фильмы все теперь снимаются одинаково. В духе дегенерата Спилберга. Когда в таких условиях вы замечаете творца, свободного в своей работе, несмотря на то, что он вынужден как-то выживать и зарабатывать на жизнь, то испытываете истинную радость. Честно говоря, я очень хотел начать ролик с лебезящих восторгов, мол, абсолютно согласен с Ходоровским. Как же здорово, что мы с чилийским мэтром столь близко сходимся в оценке кинематографа. Но затем понял, что впервые «Драйв» я посмотрел, когда мне было лет эдак 16, и примазываться к великому стало как-то неловко. Едва ли тогда у меня были обоснованные мнения про положняк в индустрии. Как бы то ни было, фильм не просто пришелся мне по вкусу, он во многом эти вкусы сформировал. К тому моменту я уже был знаком и с нетленной классикой, и со всякими современными хитами, и с хидден-гемами. Но «Драйв» был той редкой картиной, которая заговорила со мной на каком-то совершенно ином, подсознательном уровне. Фильм, если пытаться обернуть в слова его содержание, показывает себя наитупейшим примитивным боевиком, которым я и тогда совершенно не тяготел. Но в то же время он на поверку ощущался очень правильным и просто моим. Через пару лет состоялся релиз новой работы Виндинга Рёфна «Только Бог простит». И та оказалась совсем другой, буквально антитезой «Драйва». И при этом столь же точно попала в мои не вполне еще сформулированные предпочтения. Я даже не знал толком почему, просто чувствовал, что мне очень круто, что спустя сотни просмотренных фильмов я наконец-то могу сказать: вот режиссер, творчество которого мне всецело доставляет. Не отдельный его фильм, не характерный прием, а само его чувство кинематографа. Представление о том, что такое кино. Окрыленный этой находкой, я решил заглянуть в отзывы критиков, чтобы кто-нибудь поумнее объяснил мне мои восторги. Но остался весьма озадачен. Трудно представить себе фильм, который был бы хуже, чем «Только Бог простит». Это дерьмовая мачо-фантазия, гипержестокая, этически омерзительная, жалкая, бессмысленная, смертельно скучная, ползущая со скоростью улитки, идиотская, возможно, женоненавистническая. Это испражнение перехваленного, избалованного режиссера, который считает, что любая исторгнутая им дрянь достойна вашего времени. Я чувствовал себя изнасилованным, обосранным, накачанным транквилизаторами, одурманенным, напуганным и до смерти заскучавшим. Но мне ведь так понравилось. Мы что, разные фильмы смотрели? Показательна и знаменитая история про реакцию гостей Каннского фестиваля. Фильмы Рёфна все как один сначала получают овации на много-много минут, а затем свист и разгром в прессе. Тогда я этого еще не знал, и потому негодовал от несправедливости. Но именно так, видимо, выглядит успех. По крайней мере, в глазах самого режиссера. Я все время говорю, что успех стало очень сложно определять, поскольку финансовая экосистема сильно изменилась. Но, на мой взгляд, очень явный признак успеха – это полярность мнений. Если вам удалось создать что-то, что люди или обожают, или ненавидят, то вы добились самой честной реакции из возможных. Сегодня бренд Николас Виндинг Рёфн всем своим естеством старательно и даже в чем-то натужно воплощает именно это умозаключение. Всемирный успех «Драйва» ничуть не испортил датчанина и уж точно не сделал его доступнее для толпы. Ровно напротив, с тех пор, как реальная человеческая фасоль отгремела в кинотеатрах, Рёфн с каждым разом стал снимать, пожалуй, все более обскурные произведения, каждая из которых как будто бы ставила перед собой задачу не столько рассказать увлекательную историю, сколько потешить авторское эго датчанина. И, явно, лишний раз побесить всех противников его авторского стиля. «Что Бог простит», что «Неоновый демон», что два сериала, исправно делили свою аудиторию на очень злых, утомленных, скучающих критиков, полагающих режиссера пустым приматом формы над содержанием, и на верных адептов неона, твердо знающих, что форма — это содержание и есть. Здесь возникает определенный парадокс. На самом-то деле красоту на экране, я думаю, посмотреть любят плюс-минус все. И уж в плане картинки датчанин даже какому-нибудь Вильнёву даст пару сотен очков вперед. Но если канадец в конечном счете собирает из своих панорамных красот понятный зрительский киноаттракцион, то вот датчанин сегодня будто бы считает свою картинку достаточной наградой для публики.
и потому с изощренной медлительностью упивается ей, совершенно не заботясь о динамике или, если угодно, смотрибельности. В этом контексте все часто обращаются к хрестоматийному примеру диалогов в его драйве, которые 15 лет назад многие называли невыносимыми из-за 10-секундных пауз между репликами. Однако еще более ярким примером мне кажется «Слишком стар, чтобы умереть молодым», где любовь Рёвна к статике достигает своего апогея. Я, если честно, собирался предложить вам просто посмотреть со мной вступительную сцену и дождаться хоть какого-нибудь первого действия в кадре. Но клип в итоге оказался настолько долгим, что YouTube заблокировал мое видео. В общем, понятно, что мой сегодняшний Сабж снимает кино не для всех. Иные критики даже считают, что ни для кого, и в каком-то смысле это правда. На момент, когда я пишу эти строки, в Каннах как раз состоялась премьера новой картины Рёфна, ее персонального ада. И она, вы не поверите, получила все те же стоячие овации в зале, а затем ушат самого отборного дерьма от журналистов, некоторые из которых поклялись после этого никогда больше не включать фильмы датчанина. Не думаю, что с такими вводными у меня был бы шанс завлечь вас в этот фан-клуб, но, к счастью, моя цель сегодня не в этом. В честь выхода нового фильма, который, получается, мне пришлось ждать добрых 10 лет, я просто хочу поделиться с вами этим давно назревшим любовным письмом к главному режиссеру в моей жизни. На мой взгляд, сегодня, в эпоху стерильных контентных конвейеров, отмечать заслуги настоящих авторов в самом старомодном, бескомпромиссном смысле этого слова нужно особенно рьяно. Чтобы действительно разобраться, как работает магия датчанина, я, честно сказать, не в первый уже раз устроил себе марафон по его фильмографии за прошедшие 30 лет. У меня был надежный план – рассказать обо всех его фильмах, используя каждый как наглядную иллюстрацию какого-нибудь конкретного элемента авторского метода. Но по ходу работы мой сценарий начал меняться. Я узнавал больше о режиссере, еще внимательнее ковырял его творчество, проводил неизбежные параллели и со временем обнаружил, что в моей первоначальной концепции персонажу оказалось попросту тесно. В этом видео мы все равно пройдемся по всем его полноценным работам, но каждую из них обсудим в первую очередь не как фильм, а как конфликт, который датчанину нужно было решить на пути к величию. Добро пожаловать в мой, пожалуй, слегка исчерпывающий гайд «Как перестать бояться и полюбить Николаса Виндинга Рёфна» и его новый фильм. Поехали! Старт карьеры Рёфна создает в его истории красивую антитезу, поскольку первой работой в будущем самого стильного и непредсказуемого режиссера планеты стал «Пушер». Фильм с архетипическим, можно даже сказать банальным сюжетом про уличного драгдилера Франка, который влезает в долги и далее пытается как-то разрулить ситуацию. Когда мы перейдем дальше по фильмографии, я завалю вас выдающимися по постановке кадрами. Задачка не слишком сложная, из Tall to Die Young, например, подойдет примерно каждый первый. Но «Пушер» в этом плане не имеет ничего общего не только с поздними сериалами, где Рёфан окончательно с цепи сорвался, но даже и с «Драйвом». Это ужасно темный, грязный, рваный боевик, снятый целиком на ручную камеру и вообще без понимания о том, как нужно работать в кино. Да и бог с ним с опытом. История про трушных уличных бандитов от богатенького, избалованного 24-летнего выскочки, который бросил киношколу, чтобы снять первый фильм и всем все доказать. Уж не знаю, как для вас, но для меня точно звучит как рецепт безвкусного провала. Ну что вот этот ребенок мог знать о жизни? Однако вселенная, кажется, хотела, чтобы Рёфн добился успеха. И совершенно противоестественно благоволила тому на каждом шагу. Сначала мама, несмотря на довольно спорное решение сына с отказом от престижной киношколы, решила поддержать его творчество и подкинуть $70 тысяч. А затем датчанин каким-то непостижимым образом выиграл правительственный грант и нашел дистрибьютора, собрав целых $700 тысяч, с девственно чистым листом вместо резюме. После он много-много раз подчеркнет в интервью, что ситуация получилась беспрецедентной. Ни до, ни после подобных случаев в Дании уже не бывало. Рёфну сошла с рук даже придурь с увольнением ведущего актера за 2 недели до старта съемок, по очень комично звучащей причине. Режиссеру не нравилось, что тот слишком внятно говорит в кадре. Не хватало, понимаете ли, аутентики. Оставшись на распутье, наглец связался напрямую с Кимом Бодни, на тот момент ярко стрельнувшей модной датской звездой, и тот почему-то согласился на авантюру. Я не смог собрать команду в Дании, потому что никто не верил, что я правда смогу что-то снять. Некоторых людей даже пришлось везти из Швеции. В конечном счете, ни один член съемочной команды Пушера до этого не работал над фильмами. Я всегда повторяю, что по итогу преуспел только потому, что был слишком невежественным, чтобы понять, как близок к провалу. Ну а нехватку познаний в криминальной культуре датчанин закрыл за счет уличного каста, который со временем станет для него характерной фишкой. Помимо Бодни в составе практически не было состоявшихся актеров. Если включить фильм сегодня, конечно, в глаза бросятся имена Матса Миккельсена и Златка Булича. Но известность пришла к ним уже после Пушера. У Рёфна каждый из них сыграл свою первую роль в полнометражном кино. А помимо них, в кадре хватало просто случайных корешей Рёфна и настоящих бандитов.
Я повторюсь, пацану было 24. Представьте наглость. Подобранный им с театральных задворок Миккельсон вспоминает, что вначале был закономерно полон скептицизма. Я вообще не понял, что происходит, когда впервые встретился с Николасом. Он стоял в этих своих очках в роговой оправе и коротких штанишках и с легким американским акцентом орал и ругался на всех вокруг. Я тогда подумал, серьезно? Что этот парень может знать о датском подполье? Это мы тут выросли, а не он. Но оказалось, что в таком мирном и сказочном Копенгагене без особых усилий можно завести знакомство в криминальных кругах. Это не такое уж и закрытое сообщество, я бы сказал, очень даже доступное. Тут без труда можно познакомиться с каким-нибудь парнем, который знает другого парня, и по итогу выйти вообще на кого угодно. Большинство актеров, не считая пары ведущих персонажей, были людьми с определенным бэкграундом. Можно сказать, они были немного связаны с организованной преступностью, но они принесли в фильм ту самую аутентичность. Без них все было бы гораздо более фальшивым. Уверен, вы считали реплику выше как слова о духе фильма. Мол, настоящая боль в глазах у людей, да? Настоящая злость там, без театральной наигранности. И я уверен, что Рёфн все это и имел в виду. Но сегодня это интервью читается довольно комично, поскольку помимо атмосферы, новоиспеченные актеры принесли на съемочную площадку и другие атрибуты своих уличных движений. Например, абсолютно аутентичные, не фальшивые наркотики. Слухи об этом витали вокруг фильма с самого начала. Рёфна и Бодни об этом даже спросили в прямом эфире на национальном ТВ, но спикеры быстренько отшутились. В итоге, что на Википедии, что на IMDb, что в целом в международных источниках, вся эта история подается как байка. Можно даже подумать, черный пиар. Но вот актрису Лору Драсбек пробрифовать о правильных ответах на эту тему забыли. Карьера у нее в целом не сильно задалась, поэтому неудивительно, что ее интервью датскому сайту затерялось в истории и не нашло широких охватов. Но там девушка, не сильно смущаясь, рассказала. Я употребляла очень много наркотиков и до, и во время съемок, потому что этого требовали моя роль, да и в целом настроение на площадке. Там всегда были наркотики. Мне кажется, о таком мечтает любой актер, чтобы у него на съемках был целый ассортимент. Особенно в начале карьеры, когда ты молод и свободен от обязательств. Мне тогда негде было жить, и в итоге мне разрешили спать в квартире, которая по сюжету принадлежит моей героине. Иногда я была под кайфом прямо в кадре. Наверное, это была не лучшая идея, и я из-за этого немного теряла себя, но таков был стиль фильма. Мы все тогда немного оторвались от реальности. Не знаю, откуда брались эти наркотики, но я никогда за них не платила. Они всегда просто были на площадке. На съемках постоянно были какие-то люди, которые могли принести что угодно. Наркотики, кстати, убивают и никак не помогают творить. Причем, как ни иронично, аналогичной позиции придерживается и Рёфн, который всю жизнь обходит стороной не только алкоголь с наркотиками, но даже кофе. Вы спросите, как мог тогда он допустить такой произвол на площадке? Ну, знаете, первая съемка, кино, рок-н-ролл. Думаю, я пытался проверить, насколько аутентичным смогу сделать кино. Мне было 24, и я был запредельно высокомерным. Хотел, чтобы у меня все было реальным. Все локации, все бандиты и весь кокаин. Думаю, когда я был моложе, у меня был более рок-н-ролльный настрой, в том смысле, что я всегда хотел раздвинуть границы и посмотреть, как далеко я могу зайти. Я это все рассказываю, чтобы лишний раз подчеркнуть. На старте Рёфн ни в коем случае не был готовым визионером. Он вообще не вполне знал, как нужно снимать кино. Просто совершенно искренне с детства фанател по этой индустрии. Мечтал. И чудом до нее дорвавшись, словно бы попытался успеть прожить и воплотить в себе разом все стереотипы о крутых режиссерах и артхаусных съемках. На случай, если других шансов уже не будет. Однажды его расстроил администратор площадки, которая пыталась по профсоюзным правилам своевременно закончить рабочий день. И Рёфн не нашел более взрослого и адекватного решения, чем очень больно запустить в нее рации. А в одной из последних сцен фильма все та же многострадальная Лора никак не могла выдавить из себя достаточно яркую эмоцию. И тогда... Николас сказал Киму меня ударить, и тут действительно отвесил мне звонкую пощечину. Меня это жутко спровоцировало. Я прям взорвалась на месте. Наверное, есть и другие способы добиться от актеров хорошей игры, без наркотиков и ударов по лицу. Но я была молода, и, как бы то ни было, я должна признать, у Николаса есть уникальный талант помогать людям выплеснуть наружу все те эмоции, что они держат в себе. Сегодня девушка вспоминает об этой истории с каким-то странным теплом. Но представьте, какой скандал закатили бы в Голливуде, если бы так поступили с какой-нибудь там Зендеей. Впрочем, все эти заскоки, пожалуй, несли в себе гораздо меньше угрозы для самого проекта, чем любимый прием Рёфна, который он по прихоти впервые применил здесь, а потом протащил через всю свою карьеру. И это съемка сцен в хронологическом порядке. Возможно, для кого-то это станет откровением, но в кино так вообще-то делать не принято. Даже большие студии со многомиллионными вложениями обычно снимают эпизоды в соответствии с доступностью актеров и локаций.
чтобы упростить логистику, как-то оптимизировать процесс и таким образом снизить расходы. Тем более важен такой подход для авторских, низкобюджетных произведений, где важно считать каждый доллар. Но не для Рёфна, ведь он обнаружил, что путается, если снимает не по порядку. А еще, конечно, очень хочет подражать Кассаветису. Я снимаю в хронологическом порядке, поэтому всегда нахожусь в таком творческом свободном падении. В случае с Пушером, именно благодаря этому у нас получился очень захватывающий процесс исследования. Я работал с непрофессионалами, но они были очень сильно заряжены на изучение материала, на поиск решений. Вот, например, рассказ Златка Бурича о том, как он изменил образ Мила, криминального авторитета в фильме. Героин пришел в Загреб в 70-х, и поскольку тогда еще никто не знал о последствиях употребления, быстро стал популярным у молодежи. У меня тогда был друг как раз из таких кругов, и вот однажды мы с ним отправились в Белград за новой поставкой. Встреча показалась мне просто уморительной, не было ничего общего со всеми этими голливудскими фильмами. Нас встретили как друзей с распростертыми объятиями. Понятно, что эти люди ведут тяжелую жизнь, но в то же время на встрече царила такая уютная атмосфера, будто мы зашли к местным фермерам купить пару огурчиков. На этом абсурдном контрасте я и решил построить своего персонажа. Когда Франк приходит делать дело, я угощаю его тулумбой, которую испек, и прошу помочь перетащить холодильник. Как будто мы просто старые друзья. Так было в реальности, не как в американских фильмах про пушки. Я сказал Николасу об этом, и мы переделали сцены. Из-за такого подхода фильм Рёфна менялся практически каждый день. Персонажи осмыслялись и эволюционировали, а новые идеи рождались прямо во время съемок, иногда абсолютно случайно. Златко выше уже упомянул сцену с холодильником. Франк в ней соглашается помочь, а потом убегает, так ничего и не сделав. К очень натуральному негодованию балканцев. В тексте этого не было, Ким Бодни просто забылся, но камера продолжила снимать, актеры остались в образах, и в результате сцена немного затянулась, да, но в то же время и задышала. Стала гораздо менее механической, непредсказуемой и ровно потому интересной. Мы 1000 раз видели фильмы про проигравшихся неудачников, задолжавших кому-нибудь деньги. С этого, прости господи, стартует даже игра в кальмара. Однако рёфновский Пушер, который, этого не скрывает даже сам режиссер, по сути своей является жанровым, шаблонным в своих мотивах кино, даже спустя 30 лет умудряется цеплять и держать прямо в физически ощущаемом напряжении. Не потому, что сюжетные ходы тут настолько невероятны, вообще нет. Просто от персонажей, правда, трудно оторвать взгляд. Это даже забавно. Кто его знает, сколько боевиков с перестрелками и сумасшедшими драками я пересмотрел за свою жизнь. В каком-нибудь Джонни Уике за пару минут происходит больше экшена, чем за весь хрон Пушера. Однако я все равно исправно сжимаюсь в сцене, где Франк в ярости отталкивает любимую девушку. Потому что, уверяю вас, ни Киану Ривз, ни Джейсон Стейтем, ни Том Круз в своих фильмах ни на минуту не достигают в кадре такого вот состояния оголенной, интенсивной, приземленной и потому уж очень живой эмоции, заставляющей даже зрителя по-настоящему испугаться и инстинктивно сжать кулаки, будто он смотрит не фикшн, а какую-то СНАФ-документалку. Безусловно, большой респект за этот накал летит Киму Бодни, который воплотил персонажа на экране. Однако я настаиваю, что сопоставимая заслуга здесь все равно принадлежит и Рёфну. Это блестящая, пусть и сделанная неосознанно, на ощупь, режиссерская работа. Я хотел, чтобы весь этот криминал был поверхностным слоем истории. В глубине же лежит история о чувствах Франка к его девушке. Думаю, только поэтому Пушеру удалось стать не еще одним модным бандитским фильмом, а драмой про эмоционально нестабильного человека. Все так, но Пушер абсолютно мог стать еще одним модным бандитским фильмом. Более того, он собирался им стать. Таким затевался проект. Единственная причина, почему этого не случилось, это беспочвенная самоуверенность Рёфна и его пресловутые съемки по хронологии, которые позволили между делом буквально перевернуть всю концепцию с ног на голову. Первый Пушер родился из моей любви к бандитским фильмам. Мне просто нравился этот жанр. Но к середине съемок я вдруг понял, что мне вообще не интересен криминал, весь этот подпольный мир и связанный с ним образ жизни. Оказывается, меня интересовали уязвимости людей. И потому необходимо признать, что Пушер — это по сути два отдельных фильма. Ведь в середине картина делает резкий разворот и превращается в историю об эмоциональном падении Франка, хотя вначале была наполнена экшеном. Сегодня, задним числом, зная, что фильм получился, мы можем оценить это как очень крутой артовый такой мотив. Но важно понимать, что тогда, в моменте, это был мало чем оправданный риск. Чтобы влезть в бюджет с таким транжирским подходом, в Дании вообще снимать довольно дорого, Рёфну приходилось резать косты на всех этапах. Все локации находились не дальше 500 метров друг от друга, чтобы не нужно было тратиться на логистику. Освещения не было и в помине, обходились естественным светом. Я экономил на всем. Например, отказывался от репетиций. Мы просто приходили и сходу начинали снимать. Это косяк, вы согласны? Проблема.
Но ровно потому реакция актеров на психопатическое поведение главного героя в итоге получилась такой натуралистичной. Без репетиции многие оказались попросту не готовы и абсолютно искренне пугались Бодни, который без предупреждения бросался на них, а то и распускал руки. Свою роль сыграла даже техническая безграмотность Рёфна. Взявшись за работу, он ничего не знал о параметрах камер, в том числе и о том, сколько пленки вообще можно в них засунуть. И потому во многих сценах у всей команды была установка просто снимать, оставаться в образах до тех пор, пока катушка не кончится. Первая версия фильма, еще до сокращений, длилась 4 полных часа, с некоторыми сценами по 20 минут. Понятное дело, что показывать такое никому, кроме меня, конечно, было бы нельзя. Но зато в ходе таких затяжных съемок рождались все вот эти вот спонтанные интеракции, которые и сделали фильм таким, каким его знают сегодня. Или вот эта фирменная контрастность. Некоторые сцены вышли настолько темными, что в них буквально не видно мимику героев. Причина тому не тонкий просчет, а тот факт, что Рёфн дальтоник, который не различает умеренные цвета. Он красил и светил свой фильм так, чтобы тот ему, с его особенностями зрения, казался красивым. Через пару десятков лет так родится фирменная кислотно-неоновая палитра режиссера, которую можно будет узнать с первого кадра. Не поймите меня неправильно, я не пытаюсь убедить вас, что «Пушер» — это какой-то там лучший боевик всех времен, который нужно возвести на киноолимп. Нет. Сегодня это просто хороший фильм. Однако, мне кажется, качественная оценка здесь не так уж важна. В первую очередь, «Пушер» видится мне интересным примером того, как талантливый человек может даже не то что не пасть под гнетом всех сложностей и ограничений, а использовать их себе во благо. Я хотел показать всем остальным, что любые ограничения и недостатки на самом деле могут быть благословением. Ведь все нормальное на самом деле так охренительно скучно. Рёфну, с двух ног ворвавшемуся в кино и возглавившему в свои 24 года команду, пришлось изворачиваться изо всех сил, чтобы просто суметь довести этот проект до конца. Но, вероятно, именно поэтому, из-за неопытной команды, собственных спорных решений, проблем с бюджетом и просто неумения делать традиционное кино, у него получилось снять кино нетрадиционное, которое так сильно выделяется на фоне собратьев по жанру, работающих вроде бы по той же самой формуле. У Пушера выдался трудный старт, но со временем он буквально произвел революцию в датском кино и завоевал статус культового. Причем в очень разных кругах. Рёфн не без удовольствия рассказывал, что фильм за правдоподобность расхваливали как полицейские, так и бандиты, которые вот так неожиданно получили очень нехарактерное, ранимое и искреннее воплощение на экране. Когда я делал ресерч для фильма, меня привлекло отчаяние этих людей в криминальных кругах. Им попросту нельзя показывать слабость. Очень многое в их мире зависит от того, как они себя подают. Эмоции могут быть восприняты как уязвимость и привести к огромным проблемам. Поэтому многие из этих людей очень напряжены и зажаты. Я слышал удивительную историю, как одни ребята пару дней безвылазно сидели в квартире и убивались своим товаром. А потом один из них случайно включил какую-то песню, и некоторые в комнате вдруг разрыдались. Вот что показалось мне по-настоящему интересным. История о парне, который не может выразить любовь к своей девушке. Вот о чем фильм на самом деле. Нас всех удивило, какое влияние в итоге оказал Пушер на датское кино. Никто этого не ожидал, но когда это случилось, я искренне поверил, что уж теперь-то нам всем выстелят ковровую дорожку в киноэстеблишмент. Королевство откроет свои врата, и мы зайдем туда с парадом. Но ничего подобного не случилось. Мы не выиграли никаких наград, ревью были средненькие. Многие считали, что фильм не очень реалистичный, что иронично, учитывая, что весь кокаин был настоящим. И тогда я решил, окей, «Пушер» — это невысокое кино, это жанровый фильм. Куда я могу двинуться дальше? Я не знал, что хочу делать, и в этом незнании обратился больше к внутреннему миру, нежели ко внешнему. Я точно знал, что не хочу повторяться, и потому придумал этих героев и историю про кино. О том, каково это — расти, смотря фильмы, и о смерти кино, которое с тех пор, очевидно, погибло окончательно. Мне страшно нравится, как Блидер вписывается в общую хронологию рассказа. Обычно у нас нет такой роскоши. Любой результат так или иначе меняет статус автора, и потому свой следующий фильм условный режиссер уже снимает с другими вводными. Меняются актеры, темы, бюджет, техническая оснащенность, локации, может даже эпоха. Но Рёфн отправился снимать свой второй фильм буквально в тех же условиях. Сразу по завершении Пушера, с тем же составом актеров и совершенно без денег, вооруженный лишь собственными накоплениями. Со временем бюджет появился. Рёфн закрыл первую сделку по финансированию на второй день съемок. Но начинался проект так или иначе на голом энтузиазме и коллективном устремлении всей команды вновь показать себя и убедить окружающих, что Пушер не единственное, на что они все способны.
Я знал Кима и Златка по работе над Пушером, но всех остальных ребят из Блидера встретил впервые. И чтобы это все смогло работать, мы снова выбрали очень рок-н-ролльный и, пожалуй, по-детски наивный подход. Стали много зависать вместе, просто пили, обсуждали сценарий, без конца ссорились. В общем, получше узнавали друг друга. Да, помню, как позвал их всех к себе и страшно всех напоил, а затем стал всех снимать на ручную камеру. Надо заметить, что сам Николас никогда не пьет. Да, надеюсь, что однажды найду эту кассету. Это был бы совершенно невероятный документ эдакого времени нашей невинности. После предыдущего фильма Рёфан неожиданно стал называть Кима Боднию своим лучшим другом. И в Блидере тот снова получил главную роль. Очень проблемного семьянина, который узнает, что его девушка беременна, сходит от этого с ума, а потом, как вы могли догадаться, в силу определенных причин истекает кровью. Поэтому синопсису, наверное, трудно будет понять мою мотивацию, но я однажды счел прекрасной идеей показать этот фильм моей второй половинке. До конца мы не досмотрели, закончили в середине, на сцене, где протагонист бьет свою любимую по лицу. Но, вопреки тому, как дебильно звучит мой выбор фильмов на романтический вечер, последующее обсуждение принесло мне немало пищи для размышлений. Все дело в том, что моя девушка, если срезать лишние эпитеты, назвала Лео конченным идиотом и не очень состоявшимся персонажем, который принимает не только плохие, но и ничем не обоснованные, как будто бы случайные решения. И, наверное, если я просто в тексте разложу вам сейчас по хронологии всю цепочку событий, вы с такой оценкой легко согласитесь. Нюанс в том, что у меня при этом к Лео нет никаких вопросов. Смотря за его нисхождением в ад, я понимаю, откуда берутся абсолютно все его деструктивные позывы. И думаю, такая двойственность не случайна, а секрет кроется в рёфновских взглядах на сторителлинг в кино. Спустя 20 лет после Блидера, в 2021 году, датчанин дал The Guardian совместное интервью со своим отцом Андерсом Рёфном, тоже режиссером и монтажером, который, правда, за пределы страны почти не выбирался. Журналист попросил Рёфна-младшего оценить последнюю работу его отца, серьезную историческую драму Into the Darkness, посвященную оккупации фашистской Германии датских просторов. Сын, обычно не сильно выбирающий выражения при общении с прессой, в этот раз сдерживался как мог. Сказал, что это достойный фильм на важную тему, но затем все-таки признал. Сам он такое не стал бы снимать ни за какие богатства. Полагаю, что мы с отцом фундаментально расходимся во мнении о том, в чем вообще заключается смысл кино. Он придерживается классической традиции. Для него фильм — это история, повествование. Для меня, в первую очередь, акт самовыражения. Едва ли уже в 99-м Рёфн мог рассуждать так же осознанно и внятно, но он определенно что-то чувствовал, чисто на подсознательном уровне. И, главное, был достаточно напуган перспективой оказаться заложником жанра, чтобы рискнуть. Мне было интересно исследовать, чем этот фильм не может стать. Когда мы делали Пушера, у нас была довольно традиционная история, во многом вдохновленная нью-йоркским кино, экзистенциальной структурой с открытой концовкой. Его легко было категоризировать. Тогда я сказал себе, что не собираюсь тратить жизнь на съемку однотипного кино. Но как еще я могу снять кино? Во время съемок Блидера я постоянно задавался вопросом, как фильм не надо снимать. Мне стало уже не так интересно думать о существующих фильмах. Я думал о том, какими фильмы будут в будущем. Не думаю, что мне удастся вас обмануть, сказав, что Блидер тоже стал революцией в кино. Его не так много людей вообще знают. Но он, правда, вышел смелым и экспериментальным. Например, Рёфн решил сорвать со стенки пресловутое чеховское ружье и снял, по сути, две параллельные истории, которые, вопреки всем правилам драматургии, друг на друга никак не влияют до самых титров. Здесь есть основная магистраль с Лео, переживающим эмоциональный кризис, и сцена с ним — это мрачный, серьезный психологический триллер. Но в то же время здесь есть лавстори с Мадсом Миккельсеном, который играет альтер-эго Рёфна, кинозадрота, пытающегося познакомиться с девушкой. И если я нарежу вам только эпизоды с ним, вы в жизни не поверите, что этот фильм может называться «Истекающим кровью». Пока Бодния бил женщин и строил сумасшедшие глаза, Миккельсен играл в легкой, возвышенной романтической комедии про невинность любви. Позже Рёфн использует тот же мотив при работе над Драйвом, но саму концепцию без труда можно проследить уже в Блидере. Особенно здорово дуализм работает в некоторых склейках. К примеру, реально страшная, очень интенсивная, адреналиновая сцена, где Лео в первый, но не в последний раз, распускает руки по отношению к девушке, просто встык примонтирована к эпизоду, в котором Мадс Миккельсен 5 минут стоит, мнется и не может подойти к Лив, которую позвал на свидание. Контраст сумасшедший, ты просто не успеваешь переключиться со страшной тревоги, и на таких эмоциональных горках зрители без продыху катают все 1,5 часа. Сугубо с точки зрения событийности, текстовой наполненности, фильм может показаться пустым. Какие-либо продвигающие формальный сюжет события, искомый экшон, происходят только ближе к концовке, а большую часть фильма мы просто как бы живем и проводим время с персонажами. Но в этом и заключается главная инновация Рёфна. Фильм, на контрасте с Пушером, избавился от движка.
Здесь нет ни долга, ни хвоста из бандитов, ни чего бы то ни было, что по учебнику должно создавать напряжение и толкать сюжет вперед. Как нет и внятной мотивации у героя. Рёфан не проговаривает, что происходит в голове у Лео. Отчего он пускается в такое саморазрушение, ссорится с друзьями, бьет любимую, покупает ствол. Он не прописанный в привычном смысле слова персонаж. Конкретики о его переживаниях нет в сценарии. Не в смысле, что они спрятаны где-то под метафорами и символизмом. Их просто нет. Но благодаря этому в герое остается достаточно емкости, чтобы вместить в себе заодно и зрителя, его собственные переживания и страхи. А Рёфан изо всех сил подыгрывает, снабжая вас не столько событиями, которые должны вызвать у вас эмоцию, как в традиционном кино, сколько самой эмоцией, для которой сюжет лишь формальный повод ее испытать. Мы пока видим только первые наработки будущего стиля, да, но здесь на самом деле уже очень много узнаваемых мотивов. Есть, например, краснота, периодически заполняющая экран и нагнетающая атмосферу. Это просто цвет, но сам по себе оттенок тревожный, и потому мы без труда считываем его как эдакую кровь, потихоньку заливающую глаза главного героя. Промотаем на 10 лет вперед, и абсолютно тот же прием увидим уже у зрелого Рёфна в Вальгалле. Есть тут и музыкальные темы персонажей, рисующие образы гораздо ярче, чем могли бы слова. Оно все пока выглядит, безусловно, наивным. Вот здесь я, например, исправно смеюсь. Но в будущем именно это Рёфан превратит в рефрен Real Human Being в драйве. И заставит мужиков по всему миру хлюпать и украдкой вытирать глаза. А вот и фирменные, напрочь оторванные от реальности сцены. Лив здесь, очевидно, должна увидеть своего воздыхателя, но почему-то этого не делает. Хотя вот он, буквально подсвечен прожектором. Что это? Фантазия лени? Поэтически подкрашенная реальность? Все прямо как у Гослинга в лифте. Это забавно, ведь Блидер мы чисто технически должны относить еще к эпохе документирования Рёфном реальности. Фантазии начнутся много позже. Здесь даже появились его первые, неловкие еще эксперименты с молчанием и языком камеры. Такие вот пролеты на трясущихся руках, например, которые мгновенно и безо всяких слов превращают захудалый видеосалон в потусторонний религиозный объект, привязанный к влюбленному в кино персонажу Миккельсена. И да, это удовольствие не для всех. Наверное, чтобы по-настоящему прочувствовать фильм и того же Лео, ваш опыт должен так или иначе соотноситься с его. И потому я не удивлен, что моя девушка не смогла. Но в то же время я уверен, что любой склонный к саморефлексии мужчина сопоставимого с главным героем возраста, без каких-либо пояснений легко поставит себя на его место. И даже не поймет, а просто прочувствует, что конкретно сводит того с ума. О чем он переживает. На мой взгляд, речь о фундаментальной мужской уязвимости. Страхи не состоятся. По формальному чек-листу у Лео все в порядке. Есть девушка, друзья по интересам, работа, съемная квартира. Но новость о будущем отцовстве вдруг заставляет его взглянуть на себя со стороны, обнажая все неуверенности разом. Жилье-то есть, но не свое. Друзья внезапно кажутся инфантильными гиками. Даже зеркало в доме вешает брат девушки, а не он сам. Лео банально нечего предъявить миру как токен того, что он крутой мужик. Что он вообще хоть что-то вокруг себя контролирует. Ну какой из него партнер и отец, если он сам в себе не уверен? И тогда, чтобы хоть как-то вернуть себе статус хозяина положения, он кидается компенсировать свой страх самым примитивным и глупым образом. Покупает ствол и начинает всех им кошмарить. С точки зрения сухой сценарной логики, исключительно по содержанию снятых кадров, фильм не совсем последователен в рассказе этой истории. Но на уровне голой человеческой эмоции он абсолютно всецело понятен. Вы не подумайте, я не оправдываю действия персонажа, особенно по отношению к любимой девушке. Но это не документальные хроники, это фильм. А фильмы, как и другие виды искусства, во многом нужны нам для того, чтобы безопасно проживать, обсуждать, сублимировать тьму, что живет внутри нас. Да, я считаю, что первобытная природа присуща всем людям. Именно это и подчеркивает искусство. И для нас, цивилизованных людей, это способ получить эмоциональную разрядку. И, на мой взгляд, с такой задачей фильм Рёфна справляется лучше, чем многие хитяры с вагоном Оскаров. Ведь здесь, в попытке отыскать новые средства выразительности, датчанин впервые углубился в себя и, вероятно, отрефлексировав счастливые случайности Пушера, открыл, что живая эмоция способна быть не продуктом фильма, а его несущей конструкцией. Что фильм не обязательно должен быть о какой-то цельной истории, как персонаж проходит свою сценарную арку и разрешает конфликт. Он может быть и просто об ощущении, а остальное приложится. Я понимаю, что звучит очень просто. Давайте все теперь забьем на сценарий и персонажку и будем просто стремиться к вайбу. Однако в том и дело, что это ужасно ненадежный, практически невоспроизводимый за пределами площадки Рёфна способ снимать кино. Влекущий за собой финансовые проблемы, непредсказуемый результат и сумасшедший стресс абсолютно для всех участников.
За примерами далеко ходить не придется. В начале главы я упомянул, что Ким Бодни на Пушере стал для Рёфна ближайшим другом. А уже на съемках Блидера так с ним рассорился и перегорел, что якобы загремел в дурку, и больше никогда не поддерживал связь. Слухи о болезни потом опровергли, но просто послушайте, как холодно режиссер говорит о нем. У мистера Бодни произошли определенные события в жизни, из-за которых с ним стало трудно работать. Я бы сказал, что сражаться с демонами пришлось нам обоим. У него были свои проблемы, у меня свои. Возможно, именно поэтому нервный срыв Лео кажется настолько реалистичным. Боднию, по правде, плавило прямо в кадре. Профсоюз актеров даже обвинил Рёфна в психологическом насилии на площадке. Тот, впрочем, ответил буквально «да пошли вы» и был таков. Как бы то ни было, Блидер стал важным и, на мой взгляд, очень незаслуженно забытым этапом в истории становления Рёфна. За пределами Дании о режиссере полноценно заговорили намного позже, примерно после выхода «Драйва». Но еще тогда, в 99-м, в его второй работе можно было увидеть очень много интересных художественных решений, которые в будущем просто получат стилистическую огранку и стрельнут на весь мир. Пушер открыл для датчанина хронологическую съемку. Болезненный и трудоемкий процесс, который для режиссера сразу превратился в идеологический принцип. Блидер же помог копнуть глубже, уже не в технологию, а в идейную основу кино. На своей второй в жизни площадке Рёфн продолжил усложнять для себя работу и, откровенно говоря, превращать производственный процесс в ту еще головную боль для всех причастных. Однако в результате, домучившись до финала, получил фильм, который и сегодня можно во многом использовать как карту его будущего стиля. Отчаянно пытаясь не повториться, он совершенно случайно, не распахнул еще, но хотя бы приоткрыл дверь к настоящему самовыражению. Да, он еще не знал, как в будущем будет работать его кино, но уже отчасти снимал именно его. Я определенно был не самым здоровым и приятным человеком во время работы над Блидером, но высокомерие дает тебе скорость, а скорость создает желание, потребности и стремления. Я страшно хотел выбраться из Дании, хотел обрести величие, стать легендой, частью мифа. Я не хотел никаких денег, хотя со временем они ко мне все-таки пришли. Я просто хотел стать очень-очень известным. После Блидера я отправился в Канаду, думая, что таким образом я пересекаю океан к берегам величия, что теперь меня пригласят назад в королевство великого кино. Очевидно, этого не случилось. «Страх Икс» по всем канонам должен был стать большой историей успеха. Молодой режиссер дважды добился успеха на родине, нащупал творческий метод и заслужил шанс вырваться за пределы датской песочницы, снять первый большой международный англоязычный фильм. На главную роль рассматривали Гэри Олдмана и Марка Руффало. В операторы удалось взять Ларри Смита, который работал с Кубриком. Саунд остался за авторством легенды Брайана Ина, а сценарий Рёфн написал в соавторстве с культовым прозаиком Хьюбертом Селби, автором «Реквиема по мечте» и «Последнего поворота на Бруклин». Быть может, по меркам какого-нибудь Нолана это еще не команда самой приголубейшей мечты, но для начинающего режиссера из Дании, до этого снимавшего преимущественно своих корешей и случайных уличных проходимцев, такой апгрейд, я думаю, казался воплощением самых смелых фантазий. Он наконец-то дорвался пусть не до Голливуда, но хотя бы до нужного континента, и местные элиты приняли его в семью. К открывшейся возможности Рёфн отнесся со всей серьезностью, и рок-н-ролльный подход со съемками на бегу, пока солнце светит, оставил дома. Жанровые предпочтения тоже пришлось пересмотреть. Для своего официального выхода в люди датчанин выбрал не отработанную схему с жанровым боевиком, а более взрослый и серьезный психологический триллер. Хотя, пожалуй, нагляднее всего смена подхода видна тут именно по приглашению Хьюберта Селби к работе над скриптом. Тут важно понимать, что Селби прежде всего классический писатель, до этого лишь раз прикасавшийся к настоящему киношному сценарию, при адаптации своей же книги «Реквием по мечте», и то в соавторстве с Аронофски. А я напомню, что 2 фильма назад Рёфн уволил актера за то, что тот говорил в кадре слишком литературно. Впрочем, Селби и Рёфн внезапно сработались. Рёфн явно тешил себя мыслью, что пишет фильм с живым классиком, а сам Селби, благодаря знакомству, изрядно расширил свой кругозор. Николас действительно разбирается в кино, он невероятно много знает. С ним было страшно интересно обсуждать фильмы. Я очень многому у него научился, хотя, взгляните на меня, я более чем вдвое старше него. Мой самый младший сын на пару лет старше, чем Николас. Центральной темой фильма стала одержимость, обсессия, которая оказалась интересна обоим авторам, и вокруг которой в течение целого года работы по итогу был построен сюжет. Главный герой Харри Кейн, Харри Кейн, в фильме пытается разгадать загадку, кто и почему застрелил его беременную жену. Интересный мотив тут в том, что Кейн не сочится ненавистью, как герои в фильмах про месть. Он просто опустошен, лишен покоя, сна и вообще смысла жизни.
и гиперсфокусирован на самом вопросе «за что?». Не исключено, что он говорит правду и просто хочет узнать причину. Возможно, ему так нужно знать причину, потому что если ее нет, получится, что Бог соучастник, что Бог ответственен за смерть его жены и ребенка. А с этой мыслью жить невозможно. Поэтому мы должны найти виновных для зрителя. Но выходит все очень иронично, ведь злодей оказывается таким приятным парнем. Не буду спойлерить замут, но вы же чувствуете, да? Запахло интригой, неожиданными сюжетными поворотами и серой моралью. Ну, в общем, лепота. С какой стороны ни взгляни, большое, сложное и взрослое кино. Предельно не похожее на предыдущие картины режиссера. Попытка сыграть по правилам индустрии и громко заявить о себе. Я искренне верил, что делаю фильм, который будут считать величайшим в истории. Но очевидно, что если бы это был такой крутой фильм, то вы бы в первый раз услышали о нем не в ноунейм ролике на ютубе. Поэтому покровы долой, и вот вам полная версия цитаты. Фильм провалился вообще на всех уровнях, и он заслуживал провалиться на всех уровнях. Даже название вышло плохим. Я искренне верил, что делаю фильм, который будут считать величайшим в истории, а получилось ровно наоборот. Звучит ужасно, но я скажу вам больше. Рёфн здесь выдает желаемое за действительное. На лавры культовой комнаты Страх Икс не претендовал ни минуты. Он просто канул в небытие практически сразу после релиза. Исход гораздо более печальный, нежели статус действительно худшего фильма в мире. Режиссер Николас Виндинг Рёфн и продюсер Хенрик Данстрап остались в долгах на миллионы крон после того, как их компания НВР объявила о банкротстве. Владельцы компании получили лишь недовольных кредиторов и испорченную репутацию. 15-миллионный долг возник из-за расходов на производство «Страха Икс», фильма, который публика разгромила, несмотря на хорошие отзывы критиков. Наш личный долг составляет 5,5 миллионов крон. 5,5 миллионов крон — это примерно $1 миллион. Быть может, не самая большая сумма по меркам киноиндустрии, но практически неподъемная для датского инди-режиссера, который только что снял свой худший фильм. Мне хочется верить, что ответ на вопрос «как же так получилось?» внимательный зритель без труда сможет вынести из уже сказанного в главе. Чисто технически там еще были разногласия со спонсорами, но давайте их для удобства просто выкинем и сосредоточимся на идейной стороне вопроса. Выбравшись из своей захолустной Дании, по собственной оценке, конечно, Рёфн отважился на самый комплексный проект в своей жизни. С крутым сценарием, интригующим сюжетом и правильной съемкой. Но мне кажется, это именно то решение, которого ждет от тебя мир в подобных условиях. Так надо заходить в хату к голливудским продюсерам. И потому в таком решении куда меньше смелости, чем в стремлении гнуть свою, авторскую линию до конца. Забавно, что у самого Рёфна есть вот такая цитата. На мой взгляд, кинематографисты, готовые идти на риск, нередко терпят неудачи. Но при этом именно они самые смелые. Однако его неудача, на мой взгляд, произошла, напротив, из-за того, что тот в последний момент выбрал меньше из рисков и попытался снять не крутой фильм, а фильм, который публика должна была счесть крутым. Да, если разбирать «Страх Икс» последовательно, то в нем можно будет найти определенные датские вольности. Есть, например, амбициозная попытка вывернуть наизнанку традиционную детективную структуру. Начать фильм с всего одним вариантом разгадки, а закончить открытой концовкой с десятком возможных трактовок. Я небольшой любитель детективов, поэтому от оценки эксперимента воздержусь, но мне кажется показательным, что Рёфну уже после выхода фильма пришлось ходить по интервью и прям на пальцах объяснять кинокритикам смысл своей идеи. Или вот в фильме есть вот такая минута. И это, чтобы вы понимали, кульминационная сцена. Не в смысле часть кульминационной сцены, буквально вся сцена, которую оставляют для свободной интерпретации зрителя. Но это всего пара деталей, которым не удается перевесить всю прочую нормальность этого фильма. Здесь нет сумасшедшего упоения эстетикой кадра от будущего Рёфна, но нет уже и гипнотического эмоционального надрыва из прошлого. Он просто цельный, профессиональный и компетентный. Настолько, что какую бы сцену я ни включил, происходящее на экране почему-то отдает для меня вайбами кино в 21:00 на СТС. Прошу заметить, в кино на СТС нет ничего плохого. Там были «Терминаторы», «Один дома», «Назад в будущее», «Майор Пейн», целое море классики. Но были там и фильмы попроще, которые ты точно так же по привычке смотрел, но затем лишь, чтобы через неделю не вспомнить даже название. «Страх Икс» — картина ровно из этой когорты. Нормальный, крепкий, ладно скроенный фильм, который не изменит вашу жизнь, но и вечерок не испортит. Кино с таким определением — последнее, чего я жду от Рёфна. Особенно грустно мне от того, что фильм определенно мог быть другим, ведь Рёфну было что исследовать на уровне голых эмоций.
У меня есть жена и 8-месячная дочка. Я ухватился за идею, что мою жену могут убить, потому что это отличная отправная точка. Для создания фильма, посвященного абстрактному, сначала нужно было найти что-то конкретное. Но затем вот это вот абсолютно понятное, рациональное стремление, выйдя в люди, все сделать по правилам, с крепким сценарием, профессиональной командой и с опорой на сюжет, оставило Рёфна обезоруженным, снимающим не свое кино, и потому попросту менее интересным. В Behind the Scenes, ролике о производстве Страха X, есть совершенно уморительный момент с таким вот стыком цитат. Мне очень нравится Николас. Мне кажется, он очень открытый парень для своего возраста и достаточно зрелый для того, чтобы доверять другим людям, помочь ему сделать фильм лучше. Это очень крутая черта. Вначале Джон оказывал такое же влияние на съемки, что и я. А это не очень продуктивно, не так ли? Было не слишком весело. А ведь помимо Туртура был еще и состоявшийся самостоятельный прозаик Селби, наверняка стремившийся рассказать историю. Звездный оператор, продюсеры, инвесторы, ожидания толпы. Это был очень трудный, очень саморазрушительный, темный и нигилистический этап моей жизни. Я очень долго пытался реализовать этот фильм, и когда наконец получил 5 недель на съемки, уже страшно устал от него. Я был недоволен некоторыми актерами, на которых меня вынудили согласиться. Мне кажется, у меня получился фильм с ограниченными возможностями. Но оглядываясь назад, я думаю, что, может быть, этим он и был интересен. С последним выводом я готов согласиться. На мой взгляд, «Страх X» — это фильм, который просто не создан для того, чтобы обыкновенный зритель его пересматривал. Кино на один раз. Посмотрел и забыл. Все, кроме самой яркой по визуалу сцены. Однако в рамках исследования творчества Рёфна «Страх X» — это довольно важный этап. Ведь именно здесь датчанин понял, каким режиссером он не может быть. Снимая своих первых Пушера и Блидера, Рёфн начал подозревать, что его сильные стороны лежат где-то за пределами традиционного кино. Что в его руках эмоция может быть важнее сюжета, а, простите за это слово, атмосфера ценнее правильной драматургической конструкции. Что если весь производственный процесс замкнуть на его собственном авторском видении, то в результате может получиться не факт, что понятно и оскароносно, но, по крайней мере, интересно. «Страх X» стал попыткой проверить обратную гипотезу. И та закончилась катастрофой, и чуть не стоила Рёфну всей карьеры. Зато именно она освободила датчанина от грез о классическом голливудском пути. Чтобы понять, в чем заключается истинный творческий успех, нужно совершить одну большую ошибку. В моем случае полный провал оказался единственным способом освободиться из тюрьмы традиционной карьеры. Это помогло мне понять, кто я такой и чем хочу заниматься. Он страшно хотел попасть в Голливуд и, дорвавшись, совершенно искренне попытался снять большой взрослый фильм по всем правилам, так, чтобы он понравился всему миру. Но мир этот его фильм даже не заметил. А значит, ему не оставалось ничего, кроме как снимать то, что нравится ему самому. Проблема в том, что прежде чем отправиться притворять в жизнь новообретенную мудрость, необходимо было разобраться с делами насущными. Например, с долгами в $1 000 000, банкротством своей кинокомпании и испорченной напрочь репутацией. Как какой-то извращенный джекпот, выпавшими вскоре после рождения первой дочери. Ситуация, откровенно говоря, патовая, и я невыразимо сильно ценю, что то, как Рёфн проживал ее, запечатлели в документальном фильме. У режиссера ленты каким-то образом хватило наглости назвать ее комедийной. Предполагаю, что исключительно из-за монтажной находки с клоузапами шипучки от головы, которую Рёфн пьет в кадре каждые минут 5. Но в остальном это просто душераздирающее кино о том, как художник, мечтавший покорить целый мир, вынужден проглотить свою гордость просто чтобы не дать своей жизни окончательно развалиться. Последние месяцы мы жили на пособие Лив по уходу за ребенком. Признаться, 8 лет назад я совсем не так представлял себе свое будущее. С каждым днем чувство, что в моей жизни что-то должно произойти, становится все сильнее. Сравнение с молодым и самоуверенным Рёфном здесь даже ярче, чем кажется на первый взгляд. Ведь речь не только о безденежье, но и об осмыслении себя в творчестве. Мы посвятили всю 2 главу тому, как режиссер не хотел повторяться, как боялся стать заложником жанра. Воодушевленный успехом, во время промо-кампании «Истекающего кровью» он бросался вот такими фразами в интервью. «Я бы мог пойти и снять Пушер 2. Было бы очень просто, но это бы убило во мне творца». Спустя 8 лет мы оказались здесь. Я чувствую, что полностью провалился. То у меня ничего не осталось. Снять сиквел Пушера — это единственный мой шанс выбраться из долгов. В противном случае я всю жизнь буду должен. Стану одним из тех людей, которым запрещено владеть чем-либо. Шанс, надо сказать, был далеко не самым надежным. Расходы на предпродакшн команде пришлось снова взять на себя, при этом не имея шанса ничего заработать.
Вся выручка автоматически отправлялась бы на обслуживание долга. Расчет приходилось делать на то, что Pusher 2 сможет доказать состоятельность Рёфна Датскому институту кино, и там согласятся профинансировать Pusher 3. А тот, в свою очередь, уже принесет режиссеру какие-то деньги, с которыми можно будет содержать семью. Стоит ли говорить, что жена дома надежному, как швейцарские часы, плану не обрадовалась? Нам придется заплатить за предпродакшн самим и рискнуть. Надеюсь, что Danish Film Institute все понравится, и они оплатят расходы на третий фильм. Почему ты опять рискуешь? Честно, я не понимаю. Думала, ты наконец научился. Ты ведешь себя как мечтатель. В конце концов, мечтатели добиваются успеха. Мы никогда не были ближе к статусу миллионеров, чем сейчас. Ближе? Ты должен 5 миллионов крон. Только в реальной жизни. Я же говорю, мы никогда не были ближе к статусу миллионеров. Нужно просто потерпеть. Боже. Нет, правда, ждать не придется долго. Мы будем богаты. Я не хочу быть богатой, я просто не хочу быть в долгах. Мы не в долгах. В долгах, дорогой. Нет. Что мы должны? Долги только у меня. Баланс на наших счетах был отрицательным последние 2 года. Боже, ну мы по-прежнему есть друг у друга, верно? Да, но это ведь важная часть нашей жизни. А мы уже годами живем в таком положении. Мы почти на месте, просто поверь мне. Я больше не могу верить, прости. Такая вот атмосферка дома, уязвленное эго творца и долги по всем направлениям. Фон, согласитесь, не самый благоприятный для работы. Мотаясь по Копенгагену Аки Франк в его дебютном фильме, Рёфн исправно надевал маску уверенного в себе режиссера на встречах с командой, банкирами и инвесторами. Но под ней совершенно искренне допускал, что все зря, что его карьера уже окончена. В документалке он очень долго проходит стадию отрицания, доказывает, что Страх Икс не поняли, что это был его лучший фильм, что это несправедливо, и из-за этой несправедливости ему теперь придется начинать все с нуля. Но разве начинать с нуля так уж трудно? Мне кажется, на фоне вымученного опыта Страха Икс, где Рёфн, кстати, начал сидеть, возвращение к компактному и уже проверенному формату Пушера должно было стать довольно легкой прогулкой. Неужто дело, правда, в таком идейном нежелании снимать в одном жанре? Конечно, нет. Правда, куда прозаичнее. Рёфн боялся. Боялся, что успех Пушера был случайным, а сам он не такой уж крутой режиссер. Боялся настолько, что в одном из интервью того периода признался. Он даже бросил смотреть творчество современников, просто потому что не хотел обнаружить, что они успешнее и лучше, чем он. Все всегда возвращается к моему дебюту, все говорят только о нем. Я не знаю, смогу ли сделать каждый из сиквелов лучше. А если не смогу, это будет ужасно. Мне придется сменить подход, чтобы скрыть свою неуверенность в том, что я могу снять фильм лучше. Нужно найти концепцию. Способ сделать фильм отличным от первой части. Возможно, более качественная съемка или звездный состав могли бы помочь обозначить разницу между сиквелами. Но такой опции у команды не было. Долги висели на шее. Работать пришлось в уже знакомом формате. Весь фильм будет происходить на улице, чтобы нам не пришлось платить за локации. Вне зависимости от погоды. Разумеется. И потому Рёфну ничего не оставалось, кроме как углубиться в содержание. Но как? Как написать крутое кино или хотя бы интересную эмоцию, когда тебе самому страшно и больно? Когда в тебя не верят дома, когда перспектив впереди никаких. И когда у тебя нет денег, чтобы купить своей дочке даже чертов воздушный шарик. Ну вот, наверное, именно так. Писать о том, что чувствуешь, и что сам можешь понять. Когда мы сели разбирать черновой сценарий, случилось кое-что интересное. Мы вдруг нашли способ сделать главного героя персонажем второго плана в его же собственном фильме. И после этого все вдруг разом сложилось. Мне кажется, для второго Пушера я написал историю гораздо лучше, включив в нее семейную тему.
Я смог использовать свой собственный опыт, но еще больше мне помог Мадс, который был отцом гораздо дольше, чем я. Внезапно у нас обоих появилась новая глава в жизни, которую мы могли обсудить и найти коннект при работе над сценарием. Я в то время страшно грустил, чувствовал себя униженным и считал, что моя карьера закончена. Но благодаря Мадсу, как мне кажется, я смог во многом переизобрести то, что делал в самом начале. Да, Pusher 2 — это во многом история Рёфна, пролитая на бумагу. Не буквально, но точно на уровне эмоций. Главный герой Тони выходит из тюрьмы и неожиданно обнаруживает себя отцом, без датской копейки за душой и карьерных перспектив. Зато с полным разладом в семье и целым ворохом проблем, которые, как бы сильно он ни старался, лишь продолжают копиться. Мне кажется, важнее всего здесь даже не сходство биографии, а сам выбор персонажа. Возмужавший со времен первого фильма Миккельсон сначала не горел желанием возвращаться к довольно жалкому и тупому Тони. Но затем, как сам актер упомянул выше, в работе над сценарием родился вдруг финт ушами. Фильм сделали о семье, но так, чтобы это было понятно лишь зрителю, но не главному герою. Для самого Тони все обстоятельства, в которых он оказался, это прямое продолжение оригинального Пушера. Отсидел, вышел, снова пора мутиться, угонять тачки, завоевывать респект. Возвращение в аутентичный уличный боевик, все как фанаты хотели. Но затем зритель, глядя за метаниями героя, безусловно считает совершенно иной тон повествования. И сам, хочет не хочет, подключится в первую очередь именно к его семейному вопросу. И будет страшно болеть за то, чтобы Тони наконец понял, что на самом деле он хочет не заработать деньги, а заслужить отцовскую любовь. Причем совершенно напрасно. Перспектива довольно тонкая и ранимая, совсем не под стать былым главным героем Рёфна. Да, Франк, Лео и Харри тоже давали в кадр эмоции, но они, по крайней мере, пытались строить из себя крутых мужиков и следовать какой-то такой маскулинной традиции. Из Тони крутой мужик не выходит в принципе. Он слабый, глупый и поразительно невезучий. Примерно все, что он делает в фильме, это проваливается по всем фронтам, вплоть до тех пор, пока не вжимается в дно. И лишь тогда вдруг понимает, как можно выйти из клетки и обрести себя. Я раньше не мог понять, успел Рёфн к тому моменту так досконально отрефлексировать собственные переживания или же просто случайно этим фильмом протерапевтировал себя. Правда нашлась в одном не шибко известном интервью на датском ТВ. Так какие ошибки допустили твои родители? Они выбрали карьеру, а не своего ребенка. Ты всегда борешься за внимание, когда ты ребенок. Это трудно. Я чувствовал себя очень одиноким. Это меня травмировало. У меня была мачеха, и однажды я направил пневматический пистолет ей в висок, пока она спала. Потому что она превратила мое детство в ад. А мой отец... Не могу сказать, что он позволил ей это сделать, потому что она не была злой в прямом смысле слова, но она была страшным манипулятором. Ты ей когда-нибудь это говорил? Если скажу, то ударю ее. Я ненавижу ее. В любом случае, ты любишь и ненавидишь своих родителей. Мама для меня очень много значит. Pusher 2 на самом деле о том, как я убиваю отцов из того поколения. Многие мои друзья сталкивались с теми же проблемами. Я глубокой ненавистью ненавижу мужчин. Какими бы панковыми и авторскими ни были его первые фильмы, основополагающим устремлением режиссера все равно оставалась вот эта вот погоня за одобрением такого коллективного бади кинематографического истеблишмента. Натерпевшись в детстве и заработав свой комплекс неполноценности, он пришел в индустрию не потому, что считал себя лучше всех. Он просто очень хотел быть увиденным. Хотел, чтобы его любили. Я не очень хороший режиссер. Но я могу снимать фильмы о том, как я чувствую себя внутри. Все это, плюс дислексия, плюс дальтонизм, все это сделало начало моей жизни сложным. Ты просто перестаешь развиваться, и вот все твои друзья обзаводятся девушками и социальной жизнью.
У меня не было ничего этого. И я думал, но если я все-таки стану известным, может, это все исправит? Но попытавшись выслужиться и сделать все как положено, он, совсем как Тони в фильме, получил свой крупнейший провал. Буквально упал ниже, чем до старта карьеры. Худший кошмар для творца. Мысль «свой лучший фильм я уже снял». Мне кажется, в таком разрезе вот этот панический страх перед возвращением к Пушеру становится куда более понятным. Но, как со временем стало ясно, ровно этот страх и открыл путь к решению. «Пушер 2» не был фильмом мечты для Рёфна. Скорее уж фильмом ночного кошмара, снятым во многом из-под палки, от безысходности, тоски и всепоглощающего чувства ответственности перед женой и дочкой. Ему пришлось проглотить свое эго, нарушить данное в прошлом обещание и взяться за, как поначалу казалось, довольно бездушный, вымученный, обреченный остаться в тени оригинала сиквел, просто чтобы выбраться из долгов. Но именно так, растеряв в процессе всю гордость, Рёфн наконец смог принять себя. Перестал выдавливать из себя образ крутого парня и всезнающего творца, стремительно несущегося на вершину голливудского Олимпа. И впервые в жизни сел писать из позиции не человека, который хочет доказать миру собственную исключительность, а человека, который очень боится, что никакой исключительности никогда не было. Как ни парадоксально, именно тогда его талант снова заметили. Сегодня «Пушер 2» многие считают лучшей частью франшизы. Она очень во многом осталась верна оригиналу. Включив ее сразу после первой части, вы не поверите, что между ними прошло 10 лет. Однако в то же время сиквел оказывается несоизмеримо более зрелым фильмом, который становится тем глубже, чем ближе вы знакомы с фигурой, его заново открывшего себя автора. С финансовой точки зрения картина тоже выгорела сполна. Фильм убедил инвесторов поддержать триквел Пушера, и так Рёфн смог наконец вернуться на твердую землю. А дочка наконец получила свой шарик со Спайдерменом. Да что уж там, хватило еще и на леденец для жены. Впрочем, каким бы целебным для души художника ни был «Пушер 2», жизнь после выхода фильма все еще не была исправлена. Скорее просто выведена из крутого пике. На носу были съемки третьей части, и к ней, измученный и познавший горести жизни, но в то же время и хорошенько проработавший себя Рёфн, подошел с неожиданно твердым намерением наконец заработать. Когда я начинал этот ролик, то был уверен, что у меня получится немного опостылевшая всем, но понятная и по-прежнему действенная история о том, как истинный творец боролся с коммерцией. Да, оступился на страхе X, но затем понял свои ошибки и добился успеха, творя искусство для не таких, как все. Не тут-то было. История с пушерами заставила меня понять, что фильмы — это прежде всего товар, что на них нужно смотреть как на бизнес, и что иногда следует пренебречь своим художественным видением и попытаться объединить эти две составляющие — бизнес и видение — в самостоятельную форму искусства, а не сосредотачиваться только на чем-то одном. Да, история про Пушер 3 — это история про поиск резко повзрослевшим Рёфном баланса. Причем далеко не только между бизнесом и художественными предпочтениями. Как и в случае со второй частью, сама картина все актуальные переживания автора в себе полностью воплощает. Фильм посвящен единственному персонажу, который был во всех трех частях франшизы, и даже в британском ремейке оригинала — балканскому наркобарону Мило, и буквально одному дню из его жизни. За это время он дважды посетит собрание анонимных наркоманов, приготовит обед на 50 человек, поневоле поучаствует в торговле людьми и попытается не дать своей империи развалиться. И все это в перерывах между празднованием дня рождения любимой дочери. Выше я упомянул, что многие считают историю Тони лучшей, но для меня Мило легко забирает первенство. Не знаю, в знакомом менталитете дело или в специфике работы, но его боли и его реакции на события мне просто намного понятнее. У него очень много лиц и еще больше обязанностей. Он и радушный хозяин, и любящий отец, и грозный бандит, и лидер, и исправляющий свою жизнь наркоман. Но прежде всего он страшно уставший от всего этого человек, который хочет просто хоть немного пожить свою жизнь, но каждый день вынужден отвлекаться на новые и новые кризисы. Тут ему товар не тот доставили, надо идти разбираться. Тут подчиненные отравились. Парень дочурки в мутную тему ввязался. Уличная шпана права начала качать. А параллельно именинница разоралась из-за организации вечеринки. А ведь еще на собрание надо успеть, и вино забрать, и с партнерами все уладить. А это тут еще кто? Да ёпс туда, вечеринка уже стартовала. В конце фильма Мила приходит на рассвете домой, выпивает отвратительную, разогретую в микроволновке чашку кофе 3 в 1 и в тишине смакует эти мгновения душевного покоя. В сухом остатке-то он все разрулил и удержал свою империю от развала. Но уже через пару часов солнце поднимется выше, и у него снова зазвонит телефон. Неужели так должен ощущаться успех? Предполагаю, что примерно в таком же положении видел себя и Рёфн, завершив свой тревожный марафон со второй частью. Он хотел просто снимать кино.
но вместо этого был вынужден буквально бороться за пропитание для своей семьи. Бегать по встречам с инвесторами, успокаивать домашних и не давать происшествиям на площадке сорвать съемочный процесс. Попробуйте найти 10 отличий между финалом истории Мила и вот этой сценой с премьеры Пушера 2. Ты счастлив? Я устал. Опыт, понятное дело, вышел не самым приятным, но зато, по-видимому, очень поучительным, ведь внутренняя тревога Рёфна после всей этой истории с пушерами наконец сменила пластинку. Выше я уже сказал вам, что будущий режиссер с детства боялся остаться невидимым, нелюбимым, и потому так отчаянно стремился к славе. Но после завершения трилогии его страх стал формулироваться немного иначе. За последние 10 лет я снова и снова разочаровывался в себе. В том, чего я добился. И с точки зрения искусства, и с точки зрения заработка. Мне всегда приходилось убеждать себя, что я проделал хорошую работу. Я разочарован, что я не более известен, что мои фильмы не более успешны. Я боюсь будущего. Боюсь, что у меня не будет денег, чтобы прокормить мою семью. Я не знаю, как мы будем выживать. Я здесь говорю, конечно, не про экзистенциальный ужас, а про страх за семью. Рёфн в целом всегда с большой любовью отзывался о своей избраннице. Но именно рождение дочери заполнило некий зияющий вакуум в его картине мира. И это, на мой взгляд, очень благотворно сказалось на ментальном здоровье датчанина, который вдруг возмужал и понял, что бороться нужно не с детской обидой на родителей, а с повторением их ошибок в себе. Со временем я понял, что на входе в рай меня спросят, был ли я добр к своим детям, а не был ли я хорошим творцом. Когда родилась моя дочь Лола, и Лив, моя жена, поддерживала меня все 10 лет, и в радости, и в горе. Она приняла меня. А я уверен, что со мной не очень просто жить. Впервые в жизни мне комфортно в собственной шкуре. В моей жизни появился баланс. Я думаю, черт. У меня осталось лет 30-35, чтобы пожить. Как бы я хотел понять это раньше. За неимением Мадса Миккельсена своим аватаром в Пушер 3 режиссеру пришлось делать Мила, но и он с задачей справляется на ура. Я убежден, что в поздравительном тосте балканского драгдилера Рёфн, не прячась, выражает настоящие чувства к своей маленькой Лоле. Я поклялся, что у моей маленькой принцессы будет все, чего она пожелает. Я работаю для того, чтобы у моей принцессы были золотые ботиночки. Но в этом и заключается ловушка, верно? В идеальном мире баланс, очевидно, должен быть в пользу жены и дочери. Этого требует в один голос и разум, и сердце. Однако на практике только уход с головой в работу может позволить обеспечить их всем на свете. Уловка 23, и даже прозревшему и пересмотревшему свою жизнь Рёфну еще не раз придется на нее попадаться. В предыдущей части интервью ты рассказывал нам о том, что для тебя значило стать отцом. О том, как для тебя важно было не повторить ошибки твоего отца и его современников, не превратиться в эгоистичного трудоголика. Так почему каждый раз, когда мы звоним тебе, ты оказываешься занят работой? Это вечная дилемма. Как правильно расставить приоритеты в жизни? Мне кажется, я не очень хорошо справляюсь. И из-за этого чувствую себя отвратительно. Разве это не лицемерие? Ты сам говорил, что важнее всего быть хорошим отцом, ставить семью превыше всего, как не делали твои родители. Да, мне есть над чем поработать. Но, как бы то ни было, с тех пор прошло уже без малого 20 лет. И потому я могу вам проспойлерить, что Рёфн, пережив все скандалы, терапию и рождение второй дочери, все-таки по всем признакам состоялся. И как режиссер, и как хороший отец. И даже как комбо этих двух ипостасей, когда снял дочерей в своих последних проектах. А потому позвольте проинтерпретировать слово «семья» несколько шире, чтобы добавить в главу порцию драмы. Давайте пригласим на сцену Хенрика Данструпа, продюсера, имя которого указано в титрах всех фильмов, что мы с вами успели обсудить. Вот как о нем отзывается непосредственно Сапш. Он для меня бесконечно дорог.
Именно он дал мне возможность снять самого первого пушера. Можно сказать, что именно он открыл тебя миру? Да. Данструп был человеком, благодаря которому Рёфан прямо со старта карьеры получил возможность устроить себе затяжной эго-трип и почувствовать себя тем самым визионером. Ведь продюсер взял на себя ответственность за всю экономическую сторону вопроса. Я не знаю ничего про банки или счета. Не понимаю акции и курсы валют. Я не знаю, как работает экономика. Не понимаю вычеты, налоги и НДС. Мне просто этого не дано. А вот Данструпу это все напротив было дано от природы. Рёфан приводит яркий пример. За 5 дней до старта съемок «Страха X» важнейший инвестор вдруг в одностороннем порядке покинул проект, оставив команду без денег и шансов довести работу до конца. И без того измученный подготовкой картины режиссер неотложно отправился кричать в стену и бить подушку. Но вот его коллега просто достал телефон, поковырял список контактов и к концу дня подписал договор с совершенно другой компанией. Съемки стартовали по расписанию. Продюсеров в творческих индустриях обычно принято рисовать такими расчетливыми, бережливыми борцами с придурью излишне творческих личностей. Однако Рёфан, совершенно точно относящийся к людям с немалой придурью, утверждает, что был всегда предельно свободен в своих решениях, возможно, даже в убыток самому себе. Что мне всегда нравилось в нашем партнерстве, так это его безусловная поддержка меня. Он никогда не ставил под сомнение мои идеи и всегда делал все, что от него зависело, чтобы профинансировать их. Он всегда был рядом для меня. Я бы никогда не был там, где я сейчас, если бы не Хенрик. Он всегда был рядом в начале моей карьеры, когда никто больше не был готов мне помочь. Я обязан ему хотя бы этим. Дуэт пережил банкротство на «Страхе X» и вырулил к плюсовому балансу благодаря 2 сиквелам Пушера. На третьем, по словам Рёфна, им даже удалось, цитирую, «хорошо заработать». Это ли не еще один яркий пример идеального баланса в карьере и личной жизни? Однако вскоре после релиза третьего фильма в датской киноиндустрии прогремел необычный скандал. Данструпа обвинили в финансовых махинациях. Конкретных доказательств его вины не было. Продюсеры не стали пытаться привлечь к уголовной ответственности. Но в то же время коллективное индустриальное презрение к нему было столь велико, что этого оказалось достаточно. Институт кино, тот самый, что спонсировал и первого Пушера, и его триквел, выставил Рёфну ультиматум. Тот должен разорвать все связи с Данструпом или навсегда лишиться поддержки. Что в данном случае означает лишиться поддержки? Это означает, что мы бы больше не были частью датского кино. Сегодня, когда Рёфан уже погремел на мировых фестивалях, проблема кажется несколько высосанной из пальца. Ну, не было бы связи с Данией, отправился бы снимать куда-нибудь еще. Та еще потеря. Однако важно помнить, что на тот момент дуэт едва-едва смог свести дебет с кредитом, исключительно благодаря домашним съемкам и институту кино. Без последнего карьера Рёфна вполне могла бы закончиться уже там. Перчинки ситуации добавляет и беспрецедентность этого ультиматума. Журналист на федеральном канале, обсуждая случившееся, обращает внимание, что это был буквально первый в истории случай, когда датский институт кино выбрал объектом для остракизма не студию, не проект, а одного конкретного человека. Настолько сильно Данструп наследил в индустрии. И вот в и без того не очень простой для баланса системе Рёфна «семья-работа» появилась новая переменная. Старый друг, который по сути запустил его карьеру, который был с ним рядом в самый темный период, который сумел помочь ему выбраться из этой бездны, и который вдруг в одночасье стал очень большой помехой. Что в этой ситуации должно говорить сердце? И можно ли его вообще слушать? Что ты будешь делать теперь? Продолжать? Без Хенрика? Да. Неужели для тебя это допустимо с точки зрения морали? Ты работал с ним 10 лет. Ради тебя он прошел и огонь, и воду. Ты бы без него не стал режиссером. 100%. Он попал в черный список. Ты сейчас буквально бросаешь его истекать кровью на поле боя. Ты предал Хенрика. Разве я не прав? Все так. Но у меня нет другого выбора. Это тяжело.
Это самое тяжелое, что мне приходилось делать в жизни. Не могу утверждать, но практически не сомневаюсь, что молодой Рёфан времен первого пушера, недолго думая, проклял бы институт кино и развязал бы с ним войну не по шансам. Однако молодой Рёфан никогда не возвращался домой к дочери и жене, всецело на него полагающимся. Ваше партнерство завершено? Да. Странно. Я вчера общался с Хенриком Данструпом, и он сказал мне, что ничего не закончено. Что вы просто вынужденно сделали перерыв. Ты говорил ему, что считаешь партнерство законченным? Нет. Потому что я надеюсь, что однажды мы сможем снова поработать вместе. Ты веришь в это? Нет. В этом, пожалуй, и заключается настоящее взросление. Не в принятии каких-то более правильных решений, а в избавлении от иллюзии о том, что такие решения вообще существуют. В выборе не между добром и злом, а между другом, которому обязан всем, и семьей, которая зависит от тебя сейчас. И в смирении с тем, что каким бы ни был исход, героем ты себя не почувствуешь. Финал Пушера 3 в этом свете играет еще более яркими красками. Не только потому, что Мила так здорово воплощает в себе вот эту вот вселенскую усталость, но и потому, что ему Рёфан смог подарить ровно то, чего самому режиссеру так не хватило в жизни. В конце Мила, весь день разрывавшийся между тысячей дел ради того, чтобы дочка смогла отпраздновать свои 25, вдруг понимает, что остался совсем один, и срывается в непримечательную кафешку к старому другу Радовану, еще из первого Пушера. Золотая эра их совместного бизнеса осталась далеко в прошлом, и, к сожалению, как кажется даже для самих персонажей, по большей части за кадром. Однако в конечном счете два югослава находят шанс, не скажу, что красиво, но определенно эффектно попрощаться друг с другом, провернув последнее дельце. Теплый финал, почти сказочный, несмотря на человеческие внутренности в кухонном измельчителе. И потому, конечно, невозможный в реальной и такой сложной жизни, в которую с запозданием, но пришлось окунуться Рёфну. После неловкого прощания старые друзья не провернули последнее дельце по старой памяти и не ушли в закат, а стали делить права на фильм, который когда-то мечтали снять вместе. Не самое красивое завершение десятилетней дружбы. Зато, кажется, очень взрослое. Вполне под стать концовке трилогии. Так Рёфан оказался в, пожалуй, самом странном периоде своей карьеры. Он, наконец, выплатил все долги, во многом искупил свой канадский провал и принял все необходимые тяжелые решения, чтобы вернуться на карту перспективных и интересных режиссеров. Пережил шторм, но едва ли стал хоть на йоту счастливее. Да, пушеры стали наглядной иллюстрацией его роста. Он доказал, что может на стабильной основе делать хорошее кино. Вот только это было совсем не то кино, о котором он мечтал на старте карьеры. Что ему оставалось делать после трилогии пушеров? Смешно, но ответ у него был. Пушера 4. Датчанин в какой-то момент настолько привык к этой несущей его вперед инерции, что он на полном серьезе собирался снять и 4-ю часть. Про малыша Мухаммеда, которого в конце триквела сунули полежать в морозильную камеру. Однако актер, играющий Мухаммеда, не дождавшись звездного часа, взял и сел в тюрьму на 7 лет. Так франшиза неожиданно завершилась. И Рёфан остался, по сути, ни с чем, кроме честного имени. Ведь все последние годы его карьеру, по сути, определяли кризисы. Он просто гнал вперед, ведомый исключительно обязательствами. Завершить дорогущий проект, расплатиться с долгами, накормить семью. Только сейчас датчанин наконец обнулился, получил возможность передохнуть и взглянуть на себя, прошедшего все испытания со стороны. И обнаружить, что в попытке сохранить порядок в жизни он несколько сбился с пути и перестал понимать, зачем вообще он это делает. Что он за режиссер вообще? Я чувствую, что мое время на исходе. Я чувствую себя ужасно, если не работаю каждый день. Я слишком стар, чтобы быть молодым и перспективным. Но я и не добился достаточного успеха, чтобы считаться состоявшимся. Сейчас у меня есть шанс начать все заново. Где-то в счастливом и светлом будущем маячил новый проект мечты – Valhalla Rising, за который ему и пришлось торговаться со своим бывшим продюсером в конце прошлой главы. Однако на текущем этапе у Рёфна не было средств не то что на съемки, а даже на сам выкуп прав. Раньше-то именно Данструп добывал для него инвесторов. Отчаянные времена требовали довольно унизительных мер. Фон Триер позвонил мне и предложил увидеться. Сказал, что видел мое интервью.
Я был почтен, потому что уважаю его больше всех в нашем кино. Но он попросил меня приехать к нему, и мне пришлось потребовать, чтобы он заплатил за такси туда и обратно, еще за мой ужин. Это какой-то принцип? Нет, у меня просто настолько нет денег. Я написал фон Триру и спросил, не хочет ли он побыть моим шугар-дэдди. Шугар-дэдди? Помощь пришла откуда не ждали. Из Великобритании, где местный продюсер отчаянно искал режиссера для абсолютно проклятого проекта про самого жестокого заключенного в истории страны – Чарли Бронсона. Фильм замораживали и размораживали, передавали туда-сюда по рукам не первый год, и Рёфан стал лишь очередным именем в списке потенциальных кандидатов. На фоне пронизывающих всю творческую жизнь датчанина финансовых проблем, мне кажется показательным, что он был на полном серьезе готов отказаться от этого международного проекта, который сам пришел к нему в руки. Приглашение к работе над Бронсоном, с какой стороны ни взгляни, казалось предельно логичным продолжением той ветви карьеры, по которой Рёфна насильно вела судьба. Фильм про тоску, тюрьму и самого жестокого заключенного. От режиссера, который только что завершил трилогию про бандитов. Ну сходится же. Однако это было именно то будущее, которое Рёфну претило. Еще один фильм про преступника, еще одна история про насилие, еще одна вариация Пушера, пусть и с британским флером. Рёфан должен был понимать, что таким шагом окончательно запер бы себя в образе человека, которым он стал во многом случайно. Уже не яркого выскочки, бросающего вызов индустрии, которым он стремился быть в начале карьеры, а уставшего надломленного семьянина, режиссера-ремесленника, который перестал искать себя и начал просто обслуживать спрос. Чтобы вырваться из этой клетки, Рёфну нужно было радикально, демонстративно уничтожить все, за что его хвалили раньше. Ему нужен был эпатаж, от которого он, быть может, слегка отвык за время жизни в долгах. К счастью, где-то в глубине души, даже такой проученный жизнью датчанин все-таки раскопал свои старые амбиции и оказался готов рискнуть. Так, криминальный байопик про психа, который всю сознательную жизнь провел в камере, вдруг стал «Кабаре». Биографические фильмы не всегда посвящают хорошим людям. Однако даже тогда их создатели, как правило, испытывают к своим персонажам как минимум исследовательский интерес. Пытаются рассказать их историю, раскрыть личную драму, отразить противоречия или хотя бы поднять какую-нибудь важную социальную проблему на ярком примере. Предполагаю, что для всех предыдущих поклонников Бронсона, пытавшихся реализовать о нем байопик, здесь-то и возникала проблема. Они пытались завернуть историю Чарли так, чтобы ей подошел какой-то поучительный вывод. Почему он так себя ведет? Он нездоров и недостаточно изучен? Или британская пенитенциарная система хромает? Кто прав, кто виноват? Где искать решение? Рёфна в вопросе биографических фильмов я полагаю большим инноватором, ведь тот и на реальный прототип своего главного героя, и на мораль в его истории плевать хотел с высокой колокольни. Он прочитал короткую биографию заключенного и один раз созвонился с ним на 20 минут, чтобы послушать тюремные байки. И решил, что в принципе этого хватит. Ведь снимать он будет не про преступника и не про жертву системы, а про человека, который стал заложником собственного образа, то есть про себя любимого. Меня зовут Чарльз Бронсон, и всю свою жизнь я хотел стать знаменитым. Я понимаю, между рёфновским кризисом идентичности и избиением охранников в тюрьмах не так-то просто заметить сходство. Однако режиссер очень постарался нам всем помочь, достаточно сильно отойдя от стиля, который к тому моменту стали считать его фирменным. Если в Пушерах датчанин очень старательно и потому грязно пытался задокументировать жизнь, то в Бронсоне ударился буквально в противоположную сторону. Куда-то к возвышенной эфирной реальности, к поэзии в кадре и визуальным метафорам. Рёфан отказывает своему главному герою в жестокости, которую настоящему Бронсону давно как ярлык приписало общество, и превращает того в актера, запертого на сцене собственного театра. Да, здесь по-прежнему очень много непотребств всяких, крови и драк, однако все они носят характер фарса. Что бы ни происходило с героем, как бы низко он ни падал, как сильно бы он ни получал по лицу, уже в следующей сцене он всегда сидит снова чистенький и опрятный. В лечебнице для душевнобольных, самом, пожалуй, страшном моменте в тюремной карьере Бронсона, когда его держали на седативах, у Рёфна вообще играет Pet Shop Boys. Это как будто скетч, комичные зарисовки на тему такого харизматичного хулигана Чарли. Что угодно, но никак не реальность. В социальной драме про несправедливость в британских тюрьмах такой подход был бы не просто неуместным, а вредным. Зато он очень хорошо подходит к фильму, который хочет просто использовать образ Бронсона для разговора о творческих материях и поиске себя.
Это действительно я, когда мне было 24. Я хотел стать знаменитым. Можно сказать, что я вложил в фильм очень много себя. Снятый мной фильм — это скорее аллегория того, каково это — быть художником, искать свою инь и янь. Я имею в виду, Чарли не убийца и не гангстер. Если бы он был таковым, я бы не снял этот фильм. Мне это не интересно. Он нечто гораздо более увлекательное. Он почти как пранкер, человек, создающий искусство, используя себя в качестве холста. По Рёфну главный продукт творчества героя — не ограбление бутика, не драки в масле и не тюремные бунты, а совокупная его артистическая персона — Чарльз Бронсон. Образ, в котором тот однажды запер себя и теперь вот уже 40 лет с практически религиозным рвением поддерживает его ценой собственной свободы и, по сути-то, жизни. Парадокс Бронсона в фильме в том, что ему совершенно незачем себя так вести. Мир к нему не враждебен и даже более того всеми силами стремится ему помочь. Ни сотрудники тюрем, ни сокамерники, ни родители, ни друзья не провоцируют главного героя на какую-либо агрессию. Однако тот все равно раз за разом на них срывается и продляет свой срок еще на несколько лет. Учитывая биографический жанр и избранную Рёфном структуру с монологами в первом лице, весь фильм зритель ждет от главного героя хоть какого-то вывода, хоть какого-то объяснения, почему он считает такое деструктивное поведение целесообразным. Однако ответа не будет, он просто Бронсон, и мы все вольные и невольные зрители его шоу. Я Чарльз Бронсон, самый жестокий заключенный Великобритании. Да, Рёфн тоже хотел быть известным, а в результате случайно создал себе образ мастера криминальной драмы. И с учетом этой простенькой параллели, авторский комментарий в фильме о собственной карьере может показаться даже каким-то слишком бесхитростным. Бронсон настолько сросся со своей маской, что обрек себя на пожизненное. Ведь образы — это клетки, в которые мы запираем сами себя. И Рёфн в своей творческой клетке пушеров сидеть не хотел. Но общий тон фильма совершенно не благоволит этой трактовке. Бронсон в фильме почти никогда не выглядит жертвой. Никто не мешал Рёфну сделать трагедию, деградацию, показать, как избитый в очередной раз Бронсон хнычет в своей одиночной камере и ругает себя. Зачем? Ну зачем? Как, выбравшись на свободу, он не может найти себя в изменившемся мире и просто спасается в знакомых стенах. Однако ничего этого тут нет и в помине. Весь фильм — это один большой триумф Бронсона. Он поясничает, развлекает зал, собирает овации. Все его номера завораживают толпу. Он король этой сцены, который заканчивает свое представление с гордой, самодовольной улыбкой на лице. И потому мне кажется, что Рёфн видит в своем Бронсоне совсем не предупреждение, а мечту и новый вектор для собственных творческих поисков. Ключом к разгадке я вижу финальную сцену. В ней Бронсон получает шанс на новую жизнь. Его талант к изобразительному искусству заметили и признали. Его наставник искренне верит в него и выгораживает перед начальством тюрьмы. Просто рисуй, и впереди тебя ждут досрочное освобождение, безбедная жизнь и любовь фанатов. Нормальное конвенциональное счастье. Уникальный и недоступный никому больше шанс искупить для себя годы, проведенные в тюрьме. Однако Бронсон без раздумий отвергает эту возможность, чтобы устроить грандиозный перформанс, который и позволяет ему, в интерпретации Рёфна, окончательно состояться. В оригинальном сценарии концовка была другой, и Рёфн даже снял ее прямо по тексту, но затем передумал и собрал срочные ночные досъемки в последний момент. Очевидно, что неспроста, очевидно, что это важно для смысла. Я хотел показать его как человека, который наконец-то обрел свое призвание. Он использует своего учителя рисования, чтобы создать произведение искусства, и тем самым реализует себя. В итоге он счастлив, он улыбается. Но, конечно, следствием достижения его цели, стать самым известным заключенным в Великобритании, станет то, что он останется за решеткой до конца своих дней. Опять же, это аллегория славы. Ты обретаешь славу, но это влечет за собой последствия как для тебя, так и для окружающих. Эти последствия — цена творческой свободы. Именно ее Бронсон обретает в конце картины, и Рёфн в этом страшно ему завидует. Он олицетворяет возможность превратить себя в героя собственной мифологии. В некотором смысле, по мере работы над фильмом, он все больше превращался в биографию моей собственной карьеры. Так что я смог использовать Бронсона как катарсис, чтобы увидеть, кем я был раньше и кем стану сейчас. Охотно верю, что начиналась картина именно как пародия на себя, запертого в стенах криминального жанра. Но со временем, благодаря, давайте хором, хронологическим съемкам, Бронсон превратился для него из объекта для жалости в кумира, в ориентир.
Из человека, который слишком далеко зашел в создании собственного образа, в человека, которому хватило смелости довести этот образ до конца. Его герой обрек себя на пожизненное заключение, безусловно, но это плохо только с нашим, приземленным взглядом на мир. Сам Бронсон не испытывает в финале ни раскаяния, ни сожаления, ведь эта вот абстрактная свобода никогда и не была его целью. Его целью было стать Чарльзом Бронсоном, шоуменом, легендой, и он добился своего. Буквально собственными руками сконструировав собственный миф. Самому Рёфну это лишь предстояло сделать. Но именно такой он видел теперь миссию Творца. Не искать, а выбирать себя. Навязывать миру свои ответы. Быть иногда неудобным, странным, претенциозным и непонятным, но быть собой. Тем, кем ты должен быть. И если на третьем пушере Рёфну пришлось повзрослеть в таком бытовом, человеческом смысле слова, то теперь мы получаем возможность говорить о его взрослении как Творца. После Бронсона он больше никогда не снимет кино, которое можно было бы спутать с работами другого режиссера. Потому что именно здесь Николас Виндинг Рёфн наконец придумал Николаса Виндинга Рёфна. Именно поэтому «Вальгалла Райзинг» для меня самый интересный фильм. Ведь это старт новой главы в моем творчестве. Я сам не знаю, что именно это значит. Просто чувствую, что уже совсем не тот человек, что снял первого пушера. Последовательность из двух фильмов прекрасно работает на арку самого датчанина. Если Бронсон у него получился картиной о человеке, который создает мифологию, то «Вальгалла» была уже о самой мифологии. То есть буквально стала применением на практике рецепта, выведенного в предыдущей главе. Когда снимаешь фильм, обязательно убедись, что в нем везде прослеживаешься ты. Это один из главных способов выжить в независимом кино. Делать все максимально своим. Ведь это единственное, чего у тебя не смогут отобрать. Мысль, быть может, не самая революционная, однако интересно здесь не свежесть вывода, а то, как он повлиял на уже имеющиеся установки. В главе про третьего пушера я привел вам цитату Рёфна, который вдруг обнаружил, что у него не очень хорошо получается быть голодным художником. Необходимо, мол, оказывается, совмещать и творчество, и коммерцию. Тогда, не сомневаюсь, датчанин как бы подразумевал этим, что ему придется идти на уступки. Но уже к Вальгалле, выбравшись из долгов, он нашел для умозаключения гораздо более креативную интерпретацию. Представьте себе, пришли вы в кинотеатр и, почему-то вслепую выбираете фильм. На кассе вам говорят вот это. Я бы рекламировал «Вальгаллу» так. Если ты готов отправиться в открытый космос, этот фильм идеально тебе подойдет. Открытый космос? Прикольно. Садимся, включаем фильм, а там... Какая-то ложная реклама, не находите? Вот точно так же себя чувствовали и инвесторы Рёфна. Вот как можно выжить в киноиндустрии. Идете к дистрибьютору и говорите: «Мадс Миккельсен, викинги, экшен, насилие». Они отвечают: «О, конечно, мы за такое заплатим». Получаете деньги, а потом отправляетесь куда-нибудь далеко-далеко, где никто больше не хочет снимать, и задаетесь вопросом: «Окей, чем бы мне сегодня хотелось заняться?» Отныне и навсегда этот подход к работе станет у датчанина основным. Мотив впервые появится здесь, в Вальгалле, но затем повторится абсолютно во всех последующих работах. От «Драйва» до ее личного ада, который вышел в прокат незадолго до релиза этого ролика. Чисто технически Рёфн по-прежнему, как и обещал в прошлом, старался сочетать в своих работах коммерцию и артистизм. Однако теперь вопрос был уже не в пропорции между одним и другим, а в верной последовательности двух раздельных процессов. Сначала этап коммерции, важных встреч, громких питчингов с правильными словами и защиты бюджетов. А уже после них время для творческого свободного падения. Причем практически без оглядки на данные в офисных комнатах обещания. Рёфн не случайно говорит о том, что новая глава в его карьере оказалась вдохновлена Бронсоном, но стартовала именно с Вальгаллы. Между фильмами у датчанина практически не было времени на подумать. За монтаж кабаре-байопика сели уже после того, как Рёфн вернулся со съемок Миккельсена в Шотландии. Однако разница между двумя картинами колоссальна. Включите Бронсона любому своему знакомому или хоть маме. Те без труда досмотрят его до конца и, я уверен, получат немалое удовольствие. Ведь он наполненный рефлексией, да, но в то же время и абсолютно зрительский, самодостаточный, понятный и не требующий никакой внешней интерпретации. А вот Вальгалла... Я не уверен, что Вальгалла вообще подразумевалась как что-то, что будет понято.
Фильм задумывался как кислотный трип. Он начинается довольно бурно, но если отпустить себя и погрузиться в это путешествие, то оно будет походить на медитацию. Сначала ощущения рисковаты, поскольку тело и разум только расслабляются. Но если не сдаваться, то постепенно начнешь входить в транс. Если зрители не смогут этого сделать во время просмотра, они будут очень разочарованы. Но вот что вы себе представляете, слыша название? Особенно его локализованную вариацию — «Сага о викинге». Рогатые шлемы, великие битвы, воззвание к Тору и Одину, верно? Ничего этого в фильме нет. Сеттинг попросту оказалось нетрудно продать. А как только ты получаешь деньги от дистрибьютора, уже начинается. Ну, мне вообще не интересны викинги, я ничего о них не знаю и считаю их запредельно тупыми. Лишь выбравшись с Миккельсоном в горы на шашлыки, Рёфан стал задаваться вопросами, как кино-то снимать. В кои-то веки не для кассовых сборов, не для престижных премий, не для восторгов коллег, а исключительно для себя. В нулевых в Японии родилась серия игр Катамари. В ней вы катаете своеобразный снежок, который собирается из всего, что в него попало. Машин, мусорных контейнеров, фонарных столбов, деревьев, людей, чтобы в конечном счете из этого получилась звезда на небесном склоне. Творческий процесс Рёфна едва ли настолько же беспорядочен, однако конечный звездный результат у него действительно складывается из весьма и весьма неожиданных составляющих. Вальгалла поступила в работу с простейшими установками. Викинги, Мадс Миккельсен, экшен, насилие. И страшная тоска самого режиссера от сеттинга. Но после этого Рёфан пообщался с историками и придумал снимать кино про открытие викингами Америки за много лет до Колумба. Затем на его виртуальный мудборд каким-то образом просочилась религия. И в итоге датчанин решил, что в фильме надо уделить время борьбе христианства с язычеством и в целом механизмам распространения верований. Не потому, что ему было что сказать нового по теме. Так просто в моменте повелела душа. Я не религиозный режиссер. Я не ищу религию. Но если она все же проникает в мой фильм, то, вероятно, это происходит из-за потребности в духовности, а не потому, что я хочу как-то осознанно высказаться на эту тему. Затем, приехав на место, он потрогал траву, насмотрелся на горы и посчитал, что так не пойдет. Теперь ему нужны вайбы воскового музея Мадам Тюссо. Когда оказываешься на природе, становится очень сложно, ведь все вокруг такое красивое. Поэтому я захотел снять все так, как будто это музей восковых фигур, как у Мадам Тюссо. Захотел и снял. И так в Вальгалле в первый раз появилась характерная рёфновская статика. Камеру здесь еще не намертво приварили к штативу, поэтому сам кадр то и дело подпрыгивает. Однако куда-либо торопиться датчанин здесь перестал раз и навсегда. Включите любой эпизод случайным кликом и получите сумасшедшие пейзажи, очень гравюроподобные портреты и бескрайнее море красивого позинга. Нередко даже в массовых сценах среди актеров двигаются только 1 или 2 человека. Все остальные замерли в абсолютном вневремени. Это кадры картины, которые становятся тем интереснее, чем дольше ты их разглядываешь, и чем больше допускаешь свободных ассоциаций. Рёфан ставит такие сцены практически фристайлом, на ходу, в большой спешке, просто на интуиции и сиюминутных порывах. И потому здесь чаще всего нет какого-то конкретного просчитанного символизма, который зритель должен корректно считать. Однако вся Вальгалла сконструирована так, чтобы провоцировать зрителя медитировать над этими пейзажами и восковыми фигурами. И в результате такой вот закадровый поиск в них смыслов становится главной ценностью. Слишком уж несущественной и абстрактной выступает номинальная сюжетная линия. А потом, буквально посреди съемок, Рёфан решил, что вообще-то на самом деле хочет сделать из фильма научную фантастику, и сосредоточился уже на этой цели. Я захотел снять научно-фантастический фильм, но без науки, без технологий. Снимая Вальгаллу, я проникся огромным уважением к эпохе викингов. Это очень увлекательно. Они строили корабли так же, как мы строим ракеты, понимаете? Они были моряками, как мы космонавтами. Для них открытие Америки было тем же, чем для нас открытие Венеры. И ровно потому, например, вояж героев выглядит так. Ничто не мешало Рёфну расставить камеры и снять это все на натуре. Но он ровно для этой сцены, наоборот, вернулся в цивилизацию, арендовал павильон и растянул на полу черные мусорные пакеты, имитируя волны, чтобы вырвать фильм из цепких лап реальности и породнить его с культовой космической Одиссеей. Надеюсь, вы чувствуете, как Вальгалла в рамках этой истории стремительно теряет статус фильма про викингов и постепенно превращается в фильм Рёфна, возможно, про викингов. Слишком уж много здесь как будто бы даже необязательного авторского инпута. Чтобы вкрутить лампочку, нужен всего один режиссер, потому что весь мир вращается вокруг него. Особенности новой методики Рёфна особенно ярко испытал на себе Мадс Миккельсен. Он несколько опередил своего старого друга в гонке за славой. И пока режиссер боролся за выживание в Дании, актер успел сыграть в казино Рояле и превратиться в большую общемировую звезду.
Однако новый знатный статус кореша ничуть не смутил Рёфна, видимо, даже раззадорил, и тот решил как можно больше усложнить другу рабочий процесс, отобрав у него примерно все средства экранной выразительности. У главного героя в фильме нет, загибайте пальцы, одного глаза, имени, голоса, прошлого и в целом эмоций. А сам Рёфан в разных интервью называет его загадкой, пришельцем извне и диким зверем, которого ни в коем случае нельзя было играть в том ключе, будто он человек. И это, как ни странно, подводит нас к очередному рёфнообразующему кризису. Стандартная авторская история должна была закончиться где-то на Бронсоне. Превозмог режиссер все невзгоды, заново изобрел себя и отправился, знаете, творить творчество. Но я напомню, что главный герой того поворотного и во многом автобиографичного фильма в конечном-то счете, чтобы окончательно стать собой, отказался от нормальной жизни. Отказался быть понятым. Миккельсен из Вальгаллы родился с ним в одной камере. А ведь датского актера Рёфан до встречи с Гослингом всегда звал своим альтер-эго в кино. Одноглазый проходит за фильм собственный путь героя. Сначала он выступает рабом, затем воином, но потом превращает себя в бога, пророка, собственными руками возводя себе монумент. И ведет парочку недобитых последователей, не факт, что к свету, но точно уж к их судьбе. Помогает им стать теми, кем они должны быть. Не потому, что такова его цель, скорее просто предназначение. При этом он ни разу за фильм не делится ни с кем какой-либо мотивацией. Он просто куда-то очень уверенно шлепает, а по пути к нему подцепляются случайные люди. И друг для друга самыми разными, порой диаметрально противоположными способами интерпретируют его действия. Но с переменным успехом стремятся держаться рядом. Не потому, что он им что-то пообещал, не потому, что он им пригрозил чем-то, а просто потому, что он одноглазый. Загадочный, непонятный, странный и ровно тем притягательный. Одним словом, оживший миф. У меня, к сожалению, нет таких же прямолинейных, как в Бронсоне, цитат из Рёфна, которые могли бы подтвердить вам, что Вальгалла — это еще одна его авторская медитация на тему собственного творчества. Но ровно в этом, как мне кажется, и заключается мораль скандинавской басни. Вопреки обертке, в основе своей это, очевидно, не фильм о викингах, и даже не фильм о религии. Зато это определенно фильм о человеке, который отказался объяснять себя, и с этим нашел свой путь. Одноглазый в фильме молчит не потому, что ему нечего сказать, а потому, что язык ему больше не нужен. Его не всегда понимают, да, но, вероятно, именно в том его ценность. Сам Рёфан в этом фильме занимает точно такую же позицию. Здесь нет уже ни амбиций поговорить на серьезные темы, ни стремления сформулировать какую-то конкретную боль. Датчанин просто взял почти рандомный сеттинг и любимого актера, отправился на природу и начал снимать абсолютно все, что ему, по разным причинам, хотелось бы видеть на экране. Как это интерпретировать и интерпретировать ли вообще, проблема исключительно зрителя. Фильм можно смотреть как серьезный исторический экшен, можно как метафору путешествия в ад или в рай, дело ваше. Можно как рассуждение о природе религии, даже конкретно о рождении христианства. Наверное, можно в целом и как sci-fi. Я же предлагаю лишь еще одну, сугубо биографическую интерпретацию, с которой можно смотреть на Вальгаллу и пытаться придать ей смысл. Мне кажется важным, что вплоть до этого фильма все персонажи Рёфна, может, не всегда внятно объясняли себя, но так или иначе всегда давали эмоцию. Много болтали, выражали свои мнения через рот, двигались на какой-то мотивации и, если угодно, были людьми. В Одноглазом от человека осталось довольно мало. У него нет характера, только некая неозвученная, но явно очень важная миссия. Он не персонаж в традиционном смысле слова, скорее идея, просто икона, архетип. Миккельсен стал первой такой находкой датчанина, но затем абсолютно такой же персонаж станет протагонистом в Драйве. А потом эта же установка перетечет в лейтенанта из «Только Бог простит», и даже в Миу из «Копенгагенского ковбоя». Сам Рёфан называет их по сути единой сущностью, меняющейся лишь в мелких деталях. У них у всех одна ДНК, один концепт. В финале картины Одноглазый совершает свой единственный реально человеческий поступок. Жертвует собственной жизнью ради спасения мальчика. Но даже тут он не толкает перед смертью какую-то речь, не объясняет свои мотивы, не дает ребенку напутствий, что плыть нужно на восток и потом дома больше каши кушать. Нет, просто бросает топор и молча, с полным, всепоглощающим спокойствием ковыляет на верную смерть. В контексте творчества Рёфна выходит практически лозунг. Одновременно и герой, и фильм вокруг него провозглашают, что искренность не всегда нуждается в словах, что не обязательно все разжевывать и вообще облачать в осязаемый нарратив, чтобы эмоция была настоящей и могла оставить свой след. Герой проводит мальчика до конца пути, но там оставляет на берегу, наедине с рефлексией. Что это, как не зеркало новых отношений Рёфна со своей аудиторией? Датчанин даже не то, что берет вас в этот кровавый кислотный трип, скорее просто позволяет прибиться к нему по дороге. А если вам удалось досидеть до финала, просто бросает вас прямо там, рассчитывая, что вы сами для себя решите, что это вообще было.
И совершенно не факт, что правильная интерпретация тут вообще есть. То, что люди могут сказать о фильме, в каком-то смысле мне интереснее, чем то, что я бы хотел этим фильмом сказать. Цитата эта относится к Вальгалле, но в той или иной мере справедливо по отношению ко всему его творчеству после этого фильма. Суровой документалка подобной реальности в его работах больше не будет никогда. Как не будет и разрешений, морали, объяснений и выводов. Вместо этого Рёфан сфокусируется исключительно на себе, на собственных интересах, фантазиях, фетишах, и примет, что инакомыслящие теперь время от времени будут забивать его работы камнями. Казалось бы, с такими установками этот путь должен был привести датчанина куда-то в глубокий болотный артхаус, который смотрели бы в среднем по 5 французов в парижских подвалах. Но у вселенной оказался весьма специфический юмор. Где-то в Лос-Анджелесе этот вот манифест датского одиночества попался на глаза Райану Гослингу. И тому хватило каких-то 18 минут, чтобы принять решение. Уже на этой вот сцене, где Миккельсен потрошит своего врага, канадец понял, что наконец нашел режиссера своей мечты. Так, окончательно попрощавшись с мечтами о мировой славе, Рёфан вдруг получил долгожданный билет в Голливуд. Такой стремительный рывок вперед к знаменитым холмам может показаться эдаким сломом драматической арки режиссера, предательством едва-едва сформулированных идеалов. Мол, поманили Рёфна грязной зеленой бумажкой, и тот радостно побежал топтаться по граблям Страха Икс, объясняться и снимать доступное мейнстримное кино. Вывод этот будет ошибочным. Да, изначально Рёфна пригласили обсудить своеобразный рескин «Форсажа» под крылом Universal Pictures с погонями, тачками, экшеном и сумасшедшим бюджетом в $60 миллионов. Суммой, которую датчанин по собственному признанию не мог даже осознать. Однако в этот раз никаких компромиссов уже не было. Первое, что Рёфан сделал, зайдя в кабинет к большим голливудским шишкам, это сказал: «Я не самый крутой режиссер. Многие в мире гораздо лучше меня. Но я лучший режиссер для своих фильмов». Грубо говоря, давайте делать по-моему. Иначе зачем вам именно я? Естественно, проект тут же забраковали. Как бы то ни было, Рёфну и Гослингу удалось привлечь финансирование и организовать съемки Драйва как независимого кино. И в результате процесс вышел гораздо более кустарным, чем можно предположить, зная сегодня об оглушительном успехе картины. Полностью в духе Рёфна. Тут важно понимать, к датчанину пришли с практически готовым проектом, который долгое время лежал в шкафу и ждал реализации. Просто бери и снимай по проложенным рельсам. Однако, я напомню, отныне весь мир крутился вокруг режиссера, и потому тот, конечно, выбросил почти все наработки враждебные его новому подходу и стал искать способы сделать из Драйва свой собственный фильм. Знаменитая история о том, как Гослинг пригласил Рёфна познакомиться и предложить ему фильм. Встреча у них откровенно не задалась. Датчанин тогда страшно простыл, накидался сильнодействующими лекарствами и в результате был практически не в состоянии поддержать разговор. Смирившись, что проекта, похоже, не будет, посреди встречи он встал и попросил актера отвезти его домой. Там, чисто чтобы разбавить крайне неловкую тишину, Гослинг включил музыку и попал на трек «Can't Fight This Feeling». И в ужасе услышал, как Рёфан на соседнем сиденье вдруг стал заливаться слезами и подпевать. А прорыдавшись и наоравшись, повернулся к Гослингу и сказал: «Вот об этом мы и будем снимать кино. Про парня, который по ночам слушает поп-музыку в машине. Ведь для него это единственный способ выпустить эмоции». Это ведь вообще не концепция фильма, да? Не сюжетный замут, не вывод, не механизм, а просто обнаженное чувство. Эмоция. Вайбик. Представляете, как такому повороту удивился автор оригинального сценария, который очень долго бился с ужасно неуступчивой и неудобной книгой, пытаясь адаптировать ее для кино. Рёфан, кстати, его работу сильно хвалил, а потом попросил переделать все напрочь. В какой-то момент сценаристу даже пришлось переехать прямо в дом режиссера, чтобы ежедневно работать над текстом. Настолько много в нем было правок. Туда же, кстати, переехала Кэрри Маллиган, жить вместе с Рёфном и его семьей. Да и всем остальным актерам для прослушивания приходилось заезжать в гости. Гослингу, как новому лучшему другу, сразу выдали ключ от входной двери. Даже монтаж фильма тоже проходил на дому. Датчанин настоял на этом и прописал в контракте. Получился, по его словам, очень коммунальный опыт, изрядно отличающийся от того, как принято работать в Лос-Анджелесе. И на самом деле, по множественным интервью складывается впечатление, что именно это и стало главной гордостью для Рёфна в истории работы над Драйвом. Да, фильм получил стоячие овации и статуэтки в Каннах, принес ему много денег. Но не раз и не два режиссер с большим удовольствием делал акцент именно на том, что ему удалось не просто попасть в Голливуд, а навязать тому свои правила. Выжить в этом логове кинозверя, оставшись абсолютно верным себе. Пойму, если вы захотите здесь возразить, мол, Драйв все равно более потребительский фильм, чем Вальгалла. В нем, по крайней мере, есть сюжет.
Однако сам Рёфан несколько лет спустя назвал историю в драйве МакГаффином и заявил, что через пару дней после просмотра ни один зритель уже не должен ее помнить. Гораздо более долговечными ему кажутся эмоции и ассоциации, которые фильм вызывает в зрителе другими своими инструментами. Собственно, визуалом и музыкой, не словами, прямо как на заре кино. Конечно, подмяв под себя все процессы, Рёфан устроил здесь и свои любимые последовательные съемки, от которых бедняга-сценарист, вероятно, должен был окончательно посидеть, если к тому моменту еще не. После всех правок к началу производства датчанин получил съемочный документ на 81 страницу. И прямо с первого дня, сговорившись с Гослингом, стал между сценами беспощадно резать все сцены и диалоги. В конечном счете к финалу, по словам Рёфна, на руках у него осталось страниц 60. И это при том, что тот же Брайан Крэнстон свои речи просто-напросто импровизировал, без вынесения в док. Все эти сокращения – прямое следствие тех художественных решений режиссера, что были приняты еще на Вальгалле. Оригинальный сценарий пытался объяснить мотивацию персонажа, как это и требуется в любом конъюнктурном кино. Пытался сделать его логичным, последовательным для зрителя. Ведь по всем правилам персонаж должен совершать действия, потому что чего-то хочет. Любви, славы, денег, хотя бы мести. Должен строить отношения и говорить. Но Рёфну это отныне только мешало. Гораздо интереснее ему было создавать мета-нарративные ощущения. Снимать всю сцену погони из автомобиля, чтобы казалось, будто Гослинг в ней прячется от акул из внешнего мира. Играть у него на лице светотенью, как бы подчеркивая, что герой балансирует между двух реальностей. Или включать синтепоп с очень бесхитростным текстом, как будто бы даже излишне в лоб объясняющим трансформацию героя. Вот только фишка в том, что кроме музыки в фильме об этом по сути ничего больше не говорит. Но этого языка оказывается достаточно, чтобы впечатления вышли цельными. Мне очень нравится, что в одном из интервью датчанина буквально спросили, в чем смысл истории. Зачем главному герою заниматься преступностью, если у него уже есть неплохая работа каскадера в кино? Он что, дурачок? Потребность лежит у него настолько в глубине души, что приобретает экзистенциальный характер. На этот вопрос нет ответа. Ведь герой не получает никакой выгоды от своей преступной деятельности. И в этом он похож на персонажа из киномифологии. Я убрал все объяснения, потому что хотел, чтобы он был больше похож на Монолит, был загадочным. Чтобы в его поведении всегда была сторона, отличная от той, которую можно было бы ожидать. Мотивы, если вы смотрите ролик целиком, а не просто кликнули на любимый драйв, должны показаться вам очень знакомыми. Да, шотландские горы в кадре сменились гламурным Лос-Анджелесом, а индустриальные гитарные запилы — синтовым битом. Однако в центре композиции все равно оказался все тот же безымянный рёфновский герой. С новым лицом, но прежним набором характерных черт. Мы с вами все отравлены очень народным мемом, что Гослинг в драйве — это буквально мы. Однако попробуйте абстрагироваться от этого и взгляните на то, какими широкими мазками Рёфан на самом деле рисует портрет своего героя. У него ведь тоже нет прошлого, нет никаких связей с этим миром, нет индивидуальных целей и устремлений, нет даже имени. Когда Айрин спрашивает его, чем он занимается в жизни, тот отвечает одним словом — «вожу». И это единственная его выразительная черта. По крайней мере, до встречи с девушкой и последующей трансформации. Его собственного пути героя. Буквально этот же прием Рёфан использовал фильмом раньше, где Миккельсон точно так же получил прозвище. У тебя ведь правда всего один глаз. В каком-то смысле сходятся даже концовки истории, что и не мудрено, ведь этому мифу предстоит еще получить пару других воплощений. На фоне этого я слышал критику, что Рёфан во второй половине карьеры на самом деле снимает по сути одно и то же кино. Однако, на мой взгляд, говорить здесь корректнее об использовании одного и того же метода. К Вальгалле он перестал строить логические цепочки от причины к следствию, ведь изобрел собственную формулу – движение от сущности к проявлению, и с тех пор активно ее использовал. Его герои не несут в себе глубинную мотивацию что-то делать, не подчинены человеческой психологии. Они архетипы, которые совершают действия просто потому, что такова их природа. Потому что шоумен выступает, пророк ведет людей к истине, а Скорпион, как это и сказано в фильме, конечно же жалит. Теперь я призываю вас посмотреть именно на тон истории, а не на ее фактуру. По смыслу-то финалы всех трех фильмов выходят трагичными. Однако Бронсон, добившись пожизненного, наконец-то обрел себя и, как кажется, стал счастливым. Одноглазый просто с нордическим спокойствием исполнил предназначение и, по-видимому, вознесся в Вальгаллу. А вот водитель получил нехарактерно трогательный и душещипательный исход, вполне способный до слез растрогать зрителей, или хотя бы больно ущипнуть за сердечко. Все потому, что он, в отличие от предыдущих героев Рёфна, кажется, правда хочет попробовать стать человеком. Водитель встречает девушку и влюбляется, проводит время с ребенком, позволяет себе простые семейные радости. Он первый рёфновский монолит, который пытается им не быть
Быть может, он и шел бы дальше своей мистической дорогой, но тут, благодаря Айрин, получил возможность раскрепоститься и взглянуть на жизнь совсем с другой стороны. И обнаружил для себя новую цель. Захотел правда остаться здесь и попробовать быть обычным, счастливым парнем. Получил альтернативу своему предназначению. Альтернативу, к слову, безмерно сказочную. Если в Вальгалле Рёфн пытался превратить фильм в sci-fi, то из Драйва всеми силами лепил сказку братьев Гримм. Жестокую, как и все сказки, но в то же время очень возвышенную, идиллическую, отчасти даже наивную. Просто взгляните на Айрин. В оригинальной книге она была латиноамериканкой Ирен, однако Рёфну оказалось важно превратить ее в такую вот принцессоподобную, миниатюрную и очень хрупкую блондинку, способную стать для героя этим вот символом чистой, невинной, волшебной любви, настоящей мечтой. Вот только водитель, даже победив всех драконов, мечту эту должен был отпустить. Причем не из-за каких-то там объективных внешних причин, а исключительно из-за собственной природы. Он сам в фильме отсылается к этой притче. Как ни старайся, ты не изменишь себя. И раз уж Скорпион не может не жалить, возможно, ему лучше быть одному. Сердцем фильма Рёфн считает эпизод в лифте. По его словам, кровь этой сцены течет сквозь всю хронологию. И она правда красивая, спору нет. Но настоящая ценность здесь раскрывается именно в связке с этой вот трагедией предназначения. Ведь тут мы получаем в одном флаконе и долгожданный поцелуй, и, собственно, явление Скорпиона. Финальное прощание героя с надеждами на счастливую семейную жизнь. Он спас девушку от бандитов, да, но теперь вынужден спасать от себя самого. В оригинальной книге этот эпизод был просто поводом для перестрелки. Герои должны были выйти на парковку, убийца начал бы там стрелять, но режиссер посчитал, что фильму такой расклад не подходит. И сделал то, что сделал. Поэзию с моргающим светом и целой маленькой жизнью в одной минуте из замкнутого пространства. Находка с лампочкой интересна тем, что открывает большой простор для ассоциаций, и одну из них, что вообще не очень-то ему свойственно, дает сам Рёфн. Я снял сцену в замедленном действии с этим отключением света. Был ли на самом деле этот поцелуй? Или же это просто фантазия главного героя? Еще именно здесь он отделяет себя от девушки, что в каком-то смысле становится проявлением абсолютной любви. Про абсолютную любовь мы еще поговорим ниже, но сначала стоит затронуть фэнтезийный мотив, который на самом деле протянут через весь фильм. Обратите внимание, как в начале полиция выступает реальной проблемой, которую требуется решать. Она приезжает на место уже через пару минут после срабатывания сигналки. Но затем, чем дальше мы погружаемся в лавстори Гослинга, тем более оторванными от законов реальности становятся все герои. Ни в ограблении, ни в погоне, ни в череде убийств полиция уже не появляется, даже когда те происходят при свете дня. Сам Рёфн обращает внимание на диалог протагониста с Айрин. То есть он вводит в мире иллюзий. Так может, иллюзией все это время была и сама история любви? Может, водитель так и остался аутсайдером, который через лобовое стекло просто подсматривал за чужим счастьем? Есть в этом некая очень маскулинная такая тихая жалость к себе. При этом, даже имея в голове все эти смысловые точки, я никогда не мог понять еще одну цитату из Рёфна, которая, как мне всегда казалось, очень плохо ложится на содержание фильма. «Драйв» — фильм о том, как сильно я люблю свою жену и что я готов сделать для нее. А что он готов сделать для нее? Ограбить ломбард? Или растоптать кому-нибудь голову в лифте? Теперь с этим обзором у меня, кажется, появилась разгадка. Мы уже много говорили о семье режиссера, и да, еще в эпоху пушеров он смог спасти родных от голодной смерти, порассуждать о балансе в жизни и вроде как превозмочь этот кризис, стать человеком, примерным семьянином. Однако, едва ли в этом была его настоящая природа. В 2016-м датчанин признался, что уже более 10 лет ходит с женой к семейному терапевту, отчаянно пытаясь сохранить разваливающийся брак. Выходит, что Драйв снимался и выходил примерно через 5 лет после начала их консультации, как раз на середине пути. Когда у Рёфна все начало наконец-то получаться в творчестве, но, видимо, окончательно разладилось в личной жизни. И вот в таком разрезе и фильм, и образ главного героя обретают довольно явную связь со своим создателем. Ведь это еще один автопортрет. Человека, который любит и очень хочет любить и дальше, но опасается, что семейному счастью мешает сама его коренная суть. Что его одержимость кино, его обсессия, перфекционизм, гиперфикс на работе, его только что созданный образ и миф, который он наконец выстрадал, это не только его предназначение в жизни, но и приговор ему, как отцу семейства. Не только дар, но и ноша, вес которой порой ложится на плечи родных. Пример водителя очень наглядно показывает, что любовь как нежное чувство и непосредственно жизнь вместе совсем не одно и то же. Что можно любить и все равно делать больно, что можно изо всех сил защищать и все равно навлекать беду.
что можно искренне хотеть быть рядом, быть хорошим партнером, но просто не уметь это делать. И в драйве датчанин, быть может, не умея сказать это в жизни, обращается к своему главному выразительному инструменту и к самому дорогому фильму в жизни, чтобы просто признаться жене в любви. Сказать, что любит ее так сильно, что готов даже попрощаться с собственной сказкой, даже просто исчезнуть, лишь бы больше ее не жалить. Согласитесь, в этом контексте даже история про слезы в поездке с Гослингом вдруг обретает гораздо более трогательный смысл, если взглянуть на название игравшего трека. Водитель в драйве поступает именно так. Садится обратно в машину и уезжает в ночь под рефрен про real human being, настоящего человека, которым он, наверное, действительно стал, пусть и всего на мгновение, когда в лифте моргнула лампочка. Ну, если он это все-таки не придумал. Однако такой исход – прерогатива фильма, фантазии, сказки, гипертрофированного чувства Рёфна, возведенного в абсолют. В реальной жизни драконов не было, да и принцесса неожиданно оказалась готова постоять и за себя, и за будущее семьи, несмотря на все ссоры. И потому, вдоволь наигравшись с метафорами посредством драйва, Рёфан в конце концов нашел в себе смелость признать свою слабость и попросить Лив о помощи. Впрочем, давайте не превращать ролик в бульварную хронику. Тем более, что сказанное выше — это моя интерпретация. Как мне кажется, просто хорошо иллюстрирующая то, как много в фильмах Рёфна стало, собственно, самого Рёфна. Но еще более важно для нас, что драйв стал моментом, когда датчанин окончательно убедился. Киноязык, найденный им в Вальгалле, действительно работает и позволяет напрочь отказаться от психологии, от буквальных мотивировок, даже от речи героя, и при этом заставить зрителя сопереживать ему сильнее, чем когда-либо раньше. В шотландских горах этот язык только появился. На лос-анджелесских улицах вдруг оказался понятен миллионам. Но вместе с этим возникла и новая угроза. Мир наконец-то полюбил Рёфна, стал ждать его новые работы и спрашивать, когда там уже Драйв 2. Внезапно его новая выразительность, новый творческий метод начали разбирать в интервью, рационализировать, превращать в понятную безопасную формулу. А как мы помним еще по пушерам, хуже всего для Рёфна всегда было почувствовать себя в этой вот безопасности, стать предсказуемым режиссером. Поэтому Драйв нужно было срочно разрушить. Раньше ты не думал об успехе. Теперь после драйва начал думать. Это очень опасно. Легко потерять себя в этих мыслях, лишиться фирменного креатива. Спасать карьеру от оглушительного успеха датчанин отправился в Таиланд. И там произошло все ровно то, чего вам следовало бы ожидать по итогам 2 предыдущих глав. Он снова решил поддержать инвесторов в блаженном неведении и продал тем концепцию вестерна в Азии с кучей драк. А затем, только утвердив все бюджеты, наконец задался вопросом, что на самом деле он хочет снять. Оригинальный скрипт снова родился из очень личных для Рёфна переживаний. Сохранив брак, они с женой решили заделать 2-го ребенка. И новая беременность далась Лив очень непросто. Все 9 месяцев мы жили в неопределенности. Не знаю, что будет дальше. Такие вещи оставляют свой отпечаток. Я постоянно задавался вопросом, зачем? Почему мы должны через это проходить? А матка ведь творит жизнь. Поэтому матка — это как Бог. И дальше было: Бог, если это ты заставляешь меня испытывать всю эту боль, то я хочу с тобой сразиться. И вот идея о том, что человек хочет сразиться с Богом, и вся эта концепция начала как бы обретать очертания. Параллельно родился и визуальный якорь, который станет основой фильма. Образ мужской руки, которая сжимает и разжимает кулак. Самый характерный образ из любого фильма про драки — это сжатый кулак. Он олицетворяет собой акт жестокости, а еще это продолжение мужской сексуальности. Одно движение сочетает в себе и секс, и жестокость, пенетрацию, жестокое касание, а может и не жестокое. В этом была идея фильма. Но если ты разжимаешь кулак, речь идет уже о подчинении. А подчинение — это принятие того, что неизбежно ждет тебя дальше. В итоге родился концепт героя, связанного с утробой матери, который должен был вернуться внутрь нее, чтобы переродиться. И чтобы это стало возможным, ему необходимо было лишиться рук. Это такой важный символ человечности. Без рук ты словно лишаешься своей прежней идентичности. Затем на месте сценарий, как и всегда, стал проходить поспешную трансформацию. По словам Рёфна, изначально кино было написано в очень западной логике, что, наверное, не очень удивительно на фоне жанра вестерна. Однако затем его новорожденная дочь начала видеть призраков. Она просыпалась каждую ночь по 5-6 раз с криком, показывала в угол комнаты и говорила «нет». Постоянно. Это сводило нас с ума. В итоге однажды вечером я позвонил нашему тайскому продюсеру.
Пак, у нас в доме призрак, и нам нужно что-то с этим делать. Не знаю, что было бы, если бы я сказал такое в Америке. Но Пак меня спокойно дослушала и сказала: «Поняла, сейчас буду». С девушкой приехал ее знакомый шаман, который профессионально осмотрел помещение и вынес вердикт. Да, призрак есть. Не опасный, но раз мешает, вот вам рецепт. Сходите в храм, сделайте ритуал. Изгонять призрака отправилась Лив. И в храме, прямо перед началом процедуры, ей предложили на выбор Кока-Колу и Пепси. Восторженный такой фантасмагорией, Рёфан в тот же вечер выбросил на ветер добрую треть сценария. Мне показалось удивительным это сочетание духовного мира с реальностью, в которой существуют и Кока-Кола, и мобильные телефоны. При этом для них в этом сочетании присутствует неоспоримая логика. Никто там даже не ставит под сомнение, что параллельные вселенные могут сосуществовать. И когда это все произошло, я просто сказал себе: вот, именно таким должен быть этот фильм. Шаман, кстати, оказался шарлатаном. Призрак никуда не ушел, и семье Рёфна пришлось быстренько переехать. Вы спросите меня: ну а хронологические съемки? Хронологические съемки-то были? Были, не сомневайтесь. И да, по ходу этих съемок датчанин, как и в прошлые разы, снова все переделал. В сети можно найти скрипт, с которым, судя по всему, Рёфан приступал к производству. И если вы большой фанат «Только Бог простит», что вряд ли, конечно, но вдруг, то я очень рекомендую вам включить фильм и покадрово сравнить с текстом. Получите колоссальное удовольствие. Меняются не только реплики и мотивы, но и события, имена, судьбы целых героев. Кстати, о них. Вот и отказывающийся объяснять себя Монолит. Еще один персонаж без прошлого и без будущего, с 2 десятками слов на весь хрон и некой потусторонней моралью. Сам Рёфан, не скрываясь, говорит, что это в сущности все тот же водитель /одноглазый в своем новом обличье. Довольно вторично, не правда ли? Звучит, да, как фильм Рёфна по фирменной формуле Рёфна, которую мы обсуждаем уже в который раз. Где тут борьба с ожиданиями? Где выход из зоны комфорта? Так вот же он. Когда датчанин только запланировал снимать фильм, он взял на главную роль британского актера Люка Эванса. Но тот за пару месяцев до начала съемок вдруг эвакуировался из проекта ради роли лучника в «Хоббите», и Гослинг захотел выручить друга. Это решение, на мой взгляд, сделало весь фильм. И потому неудивительно, что Рёфан позже звонил агенту Эванса, чтобы поблагодарить за слив. Вопрос здесь не в сравнении актерских талантов Гослинга и Эванса, боже упаси. Хотя, когда твоя карточка в гугле говорит, что ты известен по роли из «Хоббита», это, мне кажется, тревожный звоночек. Но важнее то, что с Эвансом у Рёфна получилась бы некая новая вселенная. А вот с Гослингом, да после такого успеха в предыдущей совместной работе, датчанин получил возможность самым жестоким образом поиграть с ожиданиями аудитории. Заманить ее в кино якобы на Drive 2 Таиланд, а затем устроить образцово-показательную деконструкцию. Как только тебе удается снять что-то успешное, люди начинают ожидать, что дальше ты сделаешь то же самое. Это естественная реакция. Когда людям что-то нравится, они хотят получить новую порцию. Но это не значит, что это правильный путь. Ни для автора, ни для зрителя. Фанаты видели все то же, что и вы выше. Неоново-нуарный визуал, знакомые вайбы съемок и принципиально не открывающего рот Гослинга во всех промо-материалах. Идеальный задел на Drive 2, пусть и под другим названием. Они не знали, что Рёфан в это время доводил себя до невроза переживаниями о том, как бы снова не повториться. После драйва мне, по сути, пришлось забыть все то, что я хотел от Only God Forgives. Но это и здорово. Ведь так я получил возможность направить фильм в совсем другое русло, нежели драйв. Давайте начнем сразу с Гослинга в комнате. Да, Рёфан взял его во второй фильм подряд. И я уверен, подавляющее число зрителей пришли смотреть именно на актера. Надеюсь, что у знакомого режиссера он и без куртки со скорпионом сможет меланхолично помолчать в кадре, надрать пару бандитских задниц под неоновым светом и раствориться в бесконечно вечном. Однако Гослинг в фильме вообще не водитель. Скорее даже машина. Безвольный, подчиняющийся, управляемый другими людьми объект, который молчит прямо как главный герой из Драйва. Но делает это не потому, что он тоже попросту выше слов, а потому, что его мнение в целом никто и не спрашивал. В Драйве, по его собственной оценке, Рёфан воплотил мужской фетиш в его абсолюте. В Only God Forgives он, опять же, пользуясь его собственной терминологией, этот самый фетиш методично кастрирует. Новый Гослинг, несмотря на вроде как узнаваемую загадочность из Драйва, уже не рыцарь, спасающий принцессу, в котором каждый по секрету хотел бы видеть себя, а слабый и, в сущности, бесполезный импотент, которого автор старательно унижает буквально на каждом шагу. Водитель участвовал в возвышенной и сказочной истории любви. Джулиан в какой-то очень нездоровой пародии на отношения, в которых он не может переспать с любимой девушкой, а от бессилия готов на нее срываться. Водитель перед своим исчезновением довел все дела до конца, поквитался с врагами за близких и защитил тех, кто ему наиболее дорог. У Джулиана прямо на старте погибает брат, а вся последующая сюжетка оказывается посвящена его неспособности отомстить.
Водитель был человеком действий, он сам принимал решения и диктовал условия людям. Джулиан действует исключительно по велению матери, болезненно ища ее одобрения и стремясь, как оказалось самым буквальным образом, вернуться в ее утробу. Это буквально антиводитель. Во второй половине фильма главный герой неожиданно бросает вызов местному монолиту, лейтенанту полиции Ченгу. И зритель думает: о, вот оно, арка возрождения героя, наконец-то. Сейчас он надерет задницу врагу, мать на место поставит, а там и реальную человеческую фасоль включит. Однако Джулиана играючи избивают буквально в фарш. И это вот, как мне кажется, наконец приоткрывает для нас дверь к ответу, что этот фильм на самом деле значит для Рёфна. Ведь в «Только Бог простит» ДНК молчаливого воина, которое датчанин нещадно эксплуатировал 3 картины подряд, никуда не делось, но впервые оказалось отделено от главного героя. Вот настоящий водитель в этом фильме. По сути, Гослинг здесь бросает вызов самому себе из драйва, но в этот раз без шансов проигрывает. Прошу простить меня за еще один дешевый психоанализ по творчеству, но мне кажется, все это очень здорово перекликается с жизнью Рёфна, который при работе над новым фильмом вдруг почувствовал, как власть над собственным миром вновь начала утекать у него прямо сквозь пальцы. Тяжелая беременность жены и те же призраки в доме – это проблемы, которые Рёфн, несмотря на только что случившийся драйвовый триумф, добытый преимущественно собственным усилием воли, решить не мог. А сверху к ним, конечно же, добавился и новый творческий кризис, так любезно анонсированный для нас в начале главы Ходоровски. Кризис самоповтора. Страх, который, как мы знаем, присущ был Рёфну еще с его первых шагов в индустрии, и теперь ставший более актуальным, чем когда-либо. Ведь после успеха «Драйва» весь мир разом захотел увидеть сиквел. Увидеть еще больше крутых, молчаливых героев, которые никогда ничего не объясняют, зато в глубине души очень и очень чувствуют. Увидеть, как Рёфн на бис повторяет себя. Закономерно, что режиссер счел это проблемой, требующей оперативного решения, лишением его творческой субъектности, и ополчился на собственный миф, собственное наследие, на архетип, который принес ему долгожданный успех, и сделал его не главным героем, а оппонентом. Вот только оппонентом, прошу заметить, всесильным, которому, да, можно попробовать бросить вызов, но победить едва ли. Фильм это наглядно показывает. Быть может, потому что Рёфн чувствовал, после успеха «Драйва», изобретенный им за 2 фильма, киноязык неожиданно стал больше и важнее, чем сам режиссер. Единственное, что я могу сделать сейчас, это попытаться снять что-то совсем другое. Мне кажется, ты ровно это и делаешь. Почему ты так переживаешь об ожиданиях людей? Потому что я читаю блоги, я слышу разговоры дистрибьюторов о том, что мы уже классический дуэт. Невозможно соответствовать этим ожиданиям. Когда я снимал «Драйв», ожиданий не было никаких. А теперь я парень, который снял «Драйв». До этого ты много лет был парнем, который снял «Пушера». Каждый раз, когда ты снимаешь фильм, люди будут смотреть и твои старые работы. Но Ларс-то не стал парнем, который снял «Рассекая волны». Да, все это отчаянное стремление разломать «Драйв» в Only God Forgives, на мой взгляд, связано не с ехидным самодовольством автора, а с неожиданным давлением, которое теперь на него легло. Страхом перед толпой и собственноручно созданным чудовищем. Вот потрясающий клип, записанный Лив на утро после первого дня съемок. Как все прошло в первый день? Нормально. Нормально или... Нормально, просто. Я уже 3 года делаю этот фильм. И я по-прежнему даже не знаю, о чем он. Не знает, потому что к привычной, хотя и сложной задаче снять хороший фильм, теперь добавилась и вторая. Снять что-то, что не похоже на «Драйв», но достойно его. А с этой установкой пришли и внутренние сомнения в абсолютно каждом художественном решении, которые не отпускали датчанина вплоть до премьеры. Вот он на утро после завершения монтажа. Тебе нравится фильм? Мне кажется, он получился неплохим. Думаю, он лучше, чем «Драйв». А вот буквально через пару часов в коридоре. Почему ты в таком плохом настроении? Мне кажется, это плохое кино. Но ты с утра говорил, что тебе нравится фильм. Я думаю, что это не очень хороший фильм. Сколько раз мне повторить? Фильм закончен. И он недостаточно хорош. Как ты не понимаешь? Ничего просто не кликнуло, понимаешь? Фильм не получился. И при этом я больше ничего не могу с этим сделать. Это не тот результат, на который я надеялся. Вот и все. Я потратил 6 месяцев нашей жизни ни на что. Однако Рёфн здесь страшно несправедлив к себе. На мой скромный взгляд, именно эти творческие метания и делают «Только Бог простит» таким интересным лотом в его фильмографии.
Ведь способов дистанцироваться от предыдущей хитяры было море, однако мы все равно получили такого вот неонового троянского коня, который поначалу упорно притворялся драйвом, чтобы затем разрушить все, что было дорого фанатам. Почему так? Мне кажется, потому что вот эта вот парадоксальная связка с драйвом позволила приехавшему в Бангкок датчанину хорошенько осмыслить, что вообще из себя представляют его режиссерские таланты, в чем заключаются его силы и слабости, его стиль, что в предыдущем фильме вообще было им. И очень показательно, что деконструкции в Only God Forgives подверглась именно, псевдосодержание драйва. Сюжетка и персонажка, сам путь героев. Зато все то, что в заскорузлой критике принято звать формой, осталось прежним. И даже получило вполне себе качественное развитие. Я уже говорил и про невероятную постановку кадров от Рёфна, и про то, как, начиная с Вальгаллы, визуал для него стал ценностной основой кино, которую отныне был призван обслуживать сюжет. Мне кажется, что самое популярное эссе про драйв на Ютубе до сих пор посвящено квадрантам, мол, кадр там можно разделить на четверти и изучать их отдельно. Везде будет самостоятельная интересная история. Или вот все знают работу со светом, с любимым неоном Рёфна, который драйв вернул в моду, спровоцировав целый бум неоновых игр и фильмов. На Only God Forgives все это оказывается выкручено на 200%. Включите любую минуту фильма, и вы физически не сможете найти простых, скучных кадров, которые неинтересно было бы поразглядывать. Это всегда абсолютно кислотные палитры цветов, изолирующие Джулиана и Чанга в их собственных мирах, далеких от туристического Бангкока. Неон, с которым Рёфн заигрывал в драйве, теперь заливает вообще все пространство без заботы о реализме картинки. Удивительно выверенная композиция и монтаж исправно создают свои смыслы. Чанг вот на правах бога всегда оказывается в центре кадра. Болезненные прикосновения Джулиана к Мэй перебиваются еще более нездоровыми кадрами с матерью. Ну и, конечно, пресловутая статика, замершие в красивом позинге персонажи и паузы в диалогах по 5 минут. И очень графическое насилие. Все вместе они рассказывают историю гораздо более цельную, нежели та, что написана текстом в сценарии. Дают гораздо больше пространства для того, чтобы чувствовать, и даже для того, чтобы понимать. И оказалось, что в такой конфигурации, с узнаваемыми визуальными маркерами, но полным уничтожением номинальных прежних идеалов, фильм все равно работает. Да, иначе, не совсем как новый драйв, но точно как узнаваемая рёфновская работа. А значит, дело было не в тачках, не в экшене, не в правильной пропорции маскулинных фетишей и даже не в спасении принцесс. Все это можно было убрать, но авторский почерк все равно был на месте. Потому что настоящим языком Рёфна оказались не его герои, а то, как он рассказывает о них. Режиссер потом много раз делился историей, как композитор фильма после, мягко говоря, невосторженной реакции зала в Каннах повернулся к нему и шепнул: «Поздравляю, теперь ты Sex Pistols от киноиндустрии». То есть панк-провокатор, враг хорошего вкуса. На фоне страха датчанина стать предсказуемым и безопасным, едва ли можно было придумать для него комплимент лучше. В начале главы я показал вам, как Ходоровский предупреждал Рёфна, что успех может убить креатив, но утаил, что затем расклад получила и Лив. Когда та вытянула карту разрушения, Ходоровский, напугав этим даже самого себя, заключил, что чете Рёфнов, кажется, следует развестись. Карта говорит, что чтобы стать свободным, нужно что-то разрушить. Что-то, что ты построил. Однако Рёфн, что, как вы поняли, для него довольно естественно, услышал в этих словах разговор прежде всего о самом себе и отправился разрушать не свою семью, а ожидания зрителя и собственный голливудский успех. В Only God Forgives он рискнул отделить свое главное изобретение от себя, демонстративно бросил тому вызов и проиграл, и именно поэтому смог, наконец, без страха оставить его позади. Не уничтожить и не обуздать, а просто отпустить с Богом. В смысле, отпустить Бога, поняв, что эта глава в его карьере тоже завершена. Думаю, здесь много элементов, с которыми я боролся. Или демонов, от которых я страдал в прошлом. Я как бы вложил их в этот фильм, понимая, что это будет моя последняя работа с использованием тишины. Я снял 3 таких. Вальгаллу, Драйв и Только Бог простит. Это язык, который меня больше не интересует. И теперь я могу смотреть в будущее и снимать фильмы другого рода. Потому что я слишком уютно устроился. Слишком безопасно. Мне нужно разорвать эти цепи. То есть, снова поискать себя. Например, в образе 16-летней девочки, которая по Рёфну живет в душе любого уважающего себя мужчины. В Драйве я достиг вершины мужского фетиша. А затем Только Бог простит был про кастрацию этой мужественности и возвращение в утробу матери. Почему? Ради перерождения. Даже в творческом плане. Перерождение в 16-летнюю девочку. И тут вдруг все стало на свои места.
Почему именно этот фильм именно сейчас? Ну что значит почему? Невелика интрига. Из-за наследия Драйва, который с момента своего дебюта превратился в культовый фильм для суровой мужской меланхолии, решение датчанина перейти от Гослинга к Эль Фаннинг вызвало в индустрии немалое бурление. Как так, мол, такой режиссер и кино про девчонку? О, моя маскулинность. Однако все, кто внимательно смотрел Only God Forgives, вероятно, должны были отчетливо видеть, что датчанин от суровых мужских фильмов уже подустал. Кроме того, в Таиланде Рёфан окончательно понял свое предназначение – снимать красоту и звать нас полюбоваться ей вместе с ним. А разве можно придумать более органичную тему для такого подхода, нежели модельный бизнес? Я имею в виду даже не тот факт, что фэшн-индустрия красивая, нет. Есть здесь даже еще более важный поинт. И Рёфан, и выбранный им сеттинг работают, грубо говоря, по одним законам и на общую цель. И потому, перенеся действие фильма в мир высокой моды, датчанин получил возможность добиться абсолютной синергии между внутренними событиями фильма и своим форма-содержанием, информацией, которую считывает зритель. В предыдущих работах режиссера хватало артовых сцен. Мы с вами некоторые из них бегло пообсуждали. Однако они были как бы отсоединены от героев. Это только мы, как зрители, видели красивые картинки под музыку и прочую поэзию в кадре, а у протагонистов там на самом деле шла своя жизнь. Однако в «Неоновом демоне» и аудитория, и персонажи сливаются в единое целое. Довольно часто в «Демоне» происходит так, что мы смотрим, как девушки смотрят на некую красоту. На проходки моделей, на арт-перформансы, на световые шоу, на каблучки-макияж, которые призваны сделать с ними все то же, что и с нами. Не донести какой-то конкретный смысл, да? А просто вызвать трепет. И, если повезет, некие смысловые ассоциации. Все это превращает фильм в своеобразный манифест. После долгих экспериментов с сугубо визуальным форматом, Рёфан, наконец, на самом фундаментальном уровне подчинил фильм эстетике, а содержание форме. Буквально снял кино о том, что любоваться красотой гораздо важнее, чем пытаться ее обсуждать. Тематической основой «Демона» стала мысль, с которой датчанин однажды проснулся. «Я не красив». Но каково бы это было – родиться красивым? А переломный панчлайн, как с привидениями в Таиланде, появился на первой встрече Рёфна с на тот момент 16-летней Эль Фаннинг. Девушка пришла к нему в гости, как отныне делали все соискатели. И тот внезапно спросил ее: «А ты считаешь себя красивой?» Актриса, конечно, смутилась, но сквозь нервный смех ответила «да». Вот это вот рождение нарциссизма режиссер и решил запечатлеть в кино. Инициатива довольно неоднозначная, ведь черта эта исторически воспринималась в мире как безальтернативно отрицательная. Как же это так можно, себя выше других людей ставить? Скромнее будь. Однако в молодых людях Рёфан видит радикальную перемену, не только дозволяющую определенное самолюбование, но даже приветствующую его – цифровизацию. Переход изрядной части общественной жизни в интернет и рост значения социальных сетей последовательно нормализовали публичную демонстрацию себя во всех проявлениях. Признание своей красоты, причем не обязательно внешней, и любование ей давно перестали быть страшным грехом и распространены теперь повсеместно. Все постят селфи, сторисы о собственной жизни, делятся своим очень важным мнением по всем вопросам. По Рёфну так и рождается настоящая независимость. Не потому, что люди вдруг стали другими, а потому, что теперь у них появился такой интерфейс для самолюбования и социальное одобрение. Я вырос в мире, где нарциссизм считается табу. Но, как ни странно, творчество — это как раз нарциссизм, самопотворство и все те прекрасные вещи, за которые тебя обычно критикуют. При базовом просмотре «Неонового демона» без контекста легко считать как очень прямолинейную критику фэшн-индустрии. Что вот она такая развращает и поглощает и убивает душу. И хотя я понимаю такую трактовку, в конкретном ролике важно отметить, что посыл такой был бы совершенно не в духе влюбленного в гламур и вульгарность Рёфна. Не раз и не два он отмечал, что не закладывает в свои фильмы никакую мораль, да и в целом не считает себя режиссером с позицией, которую следовало бы искать. И потому, конечно, для него это ни в коем случае не история о темной стороне моды. Это восхищение модой и принятие как ее прекрасных обличий, так и людоедской натуры, как неотъемлемых составляющих общего шика. Датчанин делает большую ставку на двойственность прочтения фильма. Да, с одной стороны, у нас тут дефолтный сюжет про невинную девочку Джесси, которая противостоит 3 порочным ведьмам. Она приходит в этот город Неона, а тот совращает ее и проглатывает, забыв даже выплюнуть косточки. Однако роли можно и перевернуть, ведь именно это внезапное появление Джесси нарушает естественный ход вещей, подталкивает всех участниц к трансформации и приводит к кровавой развязке. Сам Рёфан называет героиню Эль Фаннинг злой Дороти, которая пришла отравить волшебника страны Оз. И да, Джесси-то в конечном счете погибает, но яд свой определенно успевает впрыснуть. И кто знает, быть может ее смерть такая же фикция, как падение Одноглазого.
Она и есть будущее. Ее пришествие было предначертано. Вопрос всегда в том, кто же на самом деле неоновый демон. И да, это Elle Fanning. Явление демона и символизирует роскошная сцена, где Джесси целует свое отражение. Мне кажется, это очень крутой мотив для фильма, чествующего нарциссизм, поскольку разрушает любые морализаторские трактовки. Джесси добрую половину экранного времени строит из себя невинную овечку, робкую, наивную, смущенную, и мы за нее болеем, ведь она одна противостоит целому миру порока. Радуемся, когда уже к середине она захватывает все сердца и пробивается на вершину. Однако обратите внимание, что ни одна из ее побед не достигается ее высокими нравственными качествами. Она не растапливает сердца добротой, не завоевывает общественную любовь смешной неряшливостью на подиуме, не противопоставляет обезоруживающую скромность разврату. Она получает все только потому, что она красивее остальных, о чем в конце, собственно, с изрядной долей самолюбования и сообщает. И это не влияние города и подруг, не разрушение души, не отход от собственных принципов. Она была красивой всю жизнь, и всю жизнь этим умело пользовалась, а сейчас просто получила власть выйти на новый уровень. Для полагающего себя страшненьким Рёфна это важный смысловой поинт, ведь он убежден в абсолютной силе красоты. И в том, что сегодня именно красота разделяет нас, делит на касты, в большей степени, чем что-либо еще. Нарциссизм – это способ вырваться из этой бесконечной дискуссии о равенстве. Красота станет предметом следующей классовой борьбы. Ведь с финансовой точки зрения, с точки зрения карьеры, все те вещи, которые раньше использовались для разделения и подчинения, больше не имеют реального значения. Поэтому все большее значение приобретает то, каким ты родился. И красота – одна из таких вещей. Очень мощный инструмент. Каннибалистические движения во второй половине фильма в свое время многих оттолкнули от демона, и я могу понять почему. Они в моменте ощущаются своего рода шок-контентом, в смысле худшим его проявлением. Шок-контентом ради шок-контента. Однако, если последить за полетом мысли датчанина в интервью, станет ясно, что это вполне осознанное художественное решение, играющее на глобальную идею фильма. Наша одержимость красотой только усиливается. И она никогда не ослабнет. Это единственная акция, курс которой никогда не падал. Но длительность жизни красоты продолжает сокращаться. Красота становится все моложе и моложе. И поэтому я подумал, что произойдет, когда этот круг замкнется. И единственное, что мне пришло в голову, это поглощение. Тут важно, что Джесси в фильме даже не 18, ей 16. И, на всякий случай, все этические вопросы тут, пожалуйста, адресуйте Рёфну, я просто в нем разбираюсь. Так вот, мне поначалу казалось странным, что среди антагонисток в фильме есть Сара в исполнении Эбби Ли. Конвенционально красивой женщины и, более того, звездной супермодели. Когда ты видишь ее в кадре под рёфновским неоном, вот эта ее прописанная одержимость красотой Джесси в моменте несколько сбивает с толку. Однако ровно в этом, вероятно, и заключается смысл, в уже привычном для Рёфна отрыве от приземленной реальности и поэтическом гипертрофировании событий. В рамках современных, или, чтобы еще честнее было, актуальных на 16-й год стандартов красоты, Эбби Ли, вероятно, не должна была бы завидовать 16-летней Elle Fanning. Однако в мире будущего, когда по Рёфну обозначенный круг начнет замыкаться, даже 29-летняя топ-модель должна будет облизываться на вот эту вот подростковую свежесть. Ведь это то единственное преимущество, которое нельзя ни купить, ни пришить у хирурга, ни достичь усилием воли. Остается только завидовать и поглощать глазами. Или не глазами, для пущего драматического эффекта. То есть это не карикатура на современное общество, а рассуждение о природе красоты в вакууме. Вечно молодеющей красоты, которой завидуют и красота искусственная, и, вопреки всей морали, красота внутренняя. И точно такая же красота естественная, но с истекающим сроком годности. Фильмы, затрагивающие острые проблемы, лучше рассказывать в форме сказок, потому что тогда речь идет больше о свободной интерпретации, чем о прямом заявлении. Например, в этом фильме нет ни алкоголя, ни сигарет, ни наркотиков, ни селфи. Нет даже камеры, которая использовалась бы для самолюбования. Всего того, что очень актуально сегодня, в нем нет. Потому что, на мой взгляд, гораздо интереснее предсказать, каким может быть будущее, чем пытаться сделать заявление о современности. Но красота — это только половина дела. Неоновый демон интересен не только тем, о чем он рассуждает, но и тем, как он вообще предлагает себя смотреть. По ходу истории Джесси все больше отрывается от своего человеческого «я», все больше становится красивой и узнаваемой картинкой. Сам фильм работает по тому же принципу. По итогу просмотра распадаясь на отдельные сцены, клипы, визуальные биты, ценные не только в киношной последовательности, но и в отрыве от нее, на ТикТоке. Да, Рёфн в какой-то мере становится эдаким пророком цифровой эпохи. Сейчас попробую все это объяснить, но полет датской мысли тут такой, что лучше пристегнитесь.
Итак, зумеров и альф сегодня широко принято критиковать за всю вот эту вот СДВГшность, суетливость и вообще клиповое мышление. Рёфан из тех, кто недовольство не разделяет. Он верит, что таков просто вызов времени. Мы живем в хаосе, и способность к осознанной и беспрепятственной навигации в нем – своего рода суперсила. Мне кажется, мир становится все более умным и продвинутым. Намного интереснее, чем раньше. И все проблемы тут исключительно в нас. Вспомните поколение, что было до нас. Мы были уверены, что мы во всем лучше них. Однако теперь мы сидим и ругаем молодежь за то, что та делает все иначе. Все то, за что мы ругаемся на детей сегодня, на самом деле является поводом их хвалить. По Рёфну, благодаря отлаженным экосистемам прошлого с кинотеатрами, а затем эрой DVD, кинематограф в свое время превратился преимущественно в товар, довольно безопасный инструмент инвестиций. Датчанин трагедии в этом не видит и сам не прочь порой посмотреть голливудскую жвачку, но в то же время он искренне верит, что сама по себе форма искусства рождалась совсем не ради такого будущего. Последней большой революции Рёфан полагает 60-е и 70-е годы, после которых кино уже изрядно застоялось. Индустрия оказалась заперта в парадигме тех времен, в бессмысленной оценке, что тут высокая культура, а что нет, что тут мейнстрим, а что артхаус, что приемлемо, что неприемлемо, что смешно, а что не смешно. И, соответственно, очень грубой фильтрации творчества, ведущей только к стагнации. Однако новому миру новое потребление. С приходом цифровой эпохи прежние правила действовать перестали. Струю креатива стало не так легко подчинить. Теперь не нужно пробиваться на киноэкраны и диски, чтобы найти свою аудиторию. Теперь все всегда доступно, и невозможно представить систему, которая могла бы все это контролировать. Мы получили океан чистого капиталистического искусства. По-моему, это дивный новый мир. В таких условиях классическая система оценок стремительно теряет всякий смысл. Ведь вопрос по большей части теперь заключается не в том, хорош ли этот конкретный продукт по какой-то качественной шкале, а в том, смог ли он в целом привлечь ваше внимание и вызвать эмоцию. Что важно, не обязательно даже восторженно. Будущее индустрии развлечений не будет связано с развлечением как таковым, ведь достаточно зайти в телефон, и перед вами сразу откроется целый мир бесплатного контента. Важно тут то, что вы как индивидуальная личность для себя извлекаете. И единственный путь к получению эмоций, в этом вообще кроется вся суть творчества, это разнообразие. Именно столкновение самых крайних противоположностей рождает энергию, которая, по сути, воздействует на ваш мозг. Или, если уж на то пошло, на сердце. Ну и в таком разрезе становится очень понятно, да, откуда берется одержимость Рёфна полярностью мнений. Не страшно получить 5 баллов на IMDb и 1000 разгромных статей от критиков, почувствовавших угрозу собственному чувству прекрасного. Страшней им попросту не запомнится. Не суметь, цитируя датчанина, пенетрировать их мозги. При этом в мире бесконечного контента меняется сама единица восприятия. У прежней индустрии развлечений была невероятная роскошь цельного потребления. Ты приходил в кинозал, смотрел фильм и получал впечатление. Сегодня кино существует в одном цифровом пространстве с миллионом других единиц контента и постоянно борется за внимание конечного зрителя, которого нужно удивлять, которого нужно привлекать и удерживать. 3 годами ранее в Таиланде Рёфан смотрел на процесс вот так. Написание фильма похоже на игру в шахматы. У меня есть ограниченное количество сцен, которыми я могу играть. Других у меня уже не будет, я просто не могу себе их позволить. Поэтому мне нужно найти способ выжать максимум из тех, что у меня есть. В этих шахматах зритель играет черными, а я белыми. Я делаю первый ход. Заскучал ли зритель? Второй ход. А теперь заскучал? Понимает ли фильм? Приходится постоянно об этом думать, пока я не поставлю мат. Но может зрителю не понравится моя работа, и тогда мат будет поставлен мне. Но на «Неоновом демоне» он экспериментирует совершенно с другим форматом, угодным новому времени и новым реалиям. «Неоновый демон» задуман как фильм для Ютуба. Он создан так, чтобы его удобно было кромсать. В нем есть 7 или 8 отдельных кусочков, каждый из которых, по сути, самостоятельная виньетка. Их можно собрать вместе, но можно и не собирать. А можно вообще расставить в другом порядке. Это не новый подход к сторителлингу, верно? Рёфан вообще предлагает, по сути, разрушить историю. Однако это новый подход к продвижению фильма и в целом к его потреблению. Кто-то, как я, в первый же день пойдет на его картину в кино и употребит ее самым традиционным образом, а кто-то может забайтиться потом на обложку и нажмет плей в онлайн-кинотеатре. Но Рёфан не ограничивается такой архаичной публикой. Он допускает, что кто-то посмотрит фрагменты в шальном эссе на ютубе, или вообще увидит в тиктоке отдельный, еще и обрезанный в вертикалку клип, и, может, захочет однажды добраться до оригинала. А может нет, это не важно, ведь в этом отдельном клипе зритель тоже получит свой опыт, пусть и отличный от моего.
Свой шанс почувствовать пенетрацию сознания красотой картинки, неоновым светом, сочными битами на фоне или шокирующим контентом, аналогов которым в индустрии просто не существует. Цельная история здесь не более чем атовизм. В кино главное то, что ты видишь, или чего не видишь, если речь идет о чем-то подсознательном. Мне кажется, сейчас мы видим, как развлечения в кино перерождаются благодаря цифровой революции. Мы как бы возвращаемся к истокам кино, в которых во главе угла стояли изображения и музыка. И, наконец, последнее, о чем мы должны поговорить под надзором демона, это долгожданное рождение бренда NVR. Именно здесь он появился впервые. А далее Рёфан начнет клеймить этими 3 буквами вообще все, к чему прикоснется. Даже Death Stranding Кодзимы. В уже 100 раз упомянутом океане доступного контента исторически существует проблема идентификации и вообще уникальности. Любой проект, любой режиссер однажды заполняет свою нишу и начинает черпать извне. Распыляться, и в результате ответ на вопрос «а что конкретно я получу вот здесь, если кликну?», порой становится очень размытым. А вот у Рёфна, в противовес многим, именно в этом разрезе хватает конкретики. Невероятный свет, симметрия, синты, молчание, выразительная жестокость, опыт. Все это к выходу фильма давно сложилось в уникальный авторский стиль. В упаковку, которую можно узнать по паре кадров, даже в вырванном из контекста вертикальном ТикТоке. Давайте вместе, бренд. Какое-то время, по сути большую часть карьеры, Рёфну необходимо было так или иначе продавать фильмы, пряча себя. Всегда важнее было, что это первый фильм про бандитов из Дании, что это фильм про викингов с Мадсом Миккельсеном, что это кино про неон и Райана Гослинга, что это еще одно кино про неон и Райана Гослинга. Однако теперь, заработав себе всемирную славу драйвом и показательно отказавшись от нее в «Только Бог простит», Рёфан создал достаточный прецедент, чтобы превратить самого себя в главный маркетинговый инструмент. Стать режиссером, который продает уникальный опыт NVR, за которым вы, если вас пробирает, и приходите на сеанс. Вне зависимости от того, в какой сеттинг на этот раз Рёфан засунул актеров. Сама идея брендинга прекрасно перекликается с сутью фильма. Стремительно превращающийся в бренд Джесси порой даже разговаривает прямыми цитатами Рёфна из интервью. Датчанин понемногу закрылся от мира своим логотипом, это правда. Став провокатором и визионером, он будто бы лишил себя права на традиционную искренность, которая некогда помогла ему взрастить пушеров и превратить их из хулиганских боевиков во вполне себе зрелое кино. Отныне в его интервью не было ни слез, ни болезненных откровений. Он в целом перестал отвечать напрямую на вопросы журналистов и заставлял их говорить лишь о том, что интересно ему. Однако, как бы сильно я ни пытался, я не могу внутри себя ощутить это как потерю. Ведь именно посредством этого процесса на свет явился, наконец, ультимативный NVR, каким его знаю и люблю я. Нарцисс и мегаломаньяк, который упивается собственным стилем и верит, что ничего лучше в кино попросту не бывает. Который бесит абсолютно всех, кто его не любит. Который может 5 минут снимать сцену вообще без движений и реплик, потому что вот так вот он чувствует, и я ни в жизни не смогу оторвать от этого взгляд. Который похоронил традиционный сюжет, и не исключено, что этим предвосхитил эпоху. Структура порой сильно ограничивает, потому что людям приходится вписываться в ту повествовательную реальность, к которой все привыкли. Однако смысл творчества в том, чтобы взять то, что считается нормой, и расширить это, а затем расширить еще, иначе ничего не изменится. А если ничего не меняется, зачем вообще это обсуждать? В Каннах в этом году меня постоянно спрашивали, о чем этот фильм? Почему он вызывает столько противоречий? Почему вы так поступаете? Разве не было бы лучше, если бы вы... В конце концов, я просто сказал, ребята, давайте на чистоту. Если бы не я, этого фестиваля уже бы не было, потому что вы бы сидели дома и смотрели телевизор. Вам это нужно. Вы можете любить мое кино или ненавидеть. Для меня это не имеет значения. В любом случае, это опыт. В этом и заключается творчество. Конечно, можно подстраиваться под зрителя. Можно создавать вещи по шаблону, но я думаю, что это здорово. Некоторые очень хорошие фильмы снимаются именно так. Но я считаю, что гораздо больше уважения к человеческому разуму и к личности проявляется в том, чтобы сказать: я не собираюсь вас развлекать, я собираюсь подарить вам опыт. А дальше вы сами можете быть судьями своей жизни. Слова эти были сказаны про неонового демона, однако следующим 2 проектам Рёфна они, пожалуй, подходят даже лучше. Их вообще нет никакого смысла разбирать с точки зрения сюжета и символизма. Но с какой же широкой улыбкой я каждый раз их смотрю, вы бы знали. И «Слишком стар, чтобы умереть молодым» и «Копенгагенский ковбой», на мой взгляд, представляют собой ультимативный Николас Виндинг Рёфан экспириенс. Выше я 2, если не 3 часа, мне уже страшно лишний раз пересчитывать страницы и знаки, говорил с вами о поисках датчанином себя. О его творческих кризисах, переживаниях, страхах, экспериментах. Однако на неоновом демоне эта эпоха закончилась.
На свет был рожден NVR, и 2 последовавших дальше сериала – не что иное, как проверка зрителя на прочность. Если уж вы пришли к NVR, то как много NVR сможете выдержать? Я просто решил снять еще один типичный рёфновский фильм, но сделать его очень и очень длинным. Забудьте все, что я говорил про паузы и медлительность в его прошлых работах. Переход к стримингу окончательно снял с Рёфна любые ограничения по части темпа и продолжительности. В Too Old to Die Young иные вступления серии длятся по 5-7 минут. По большей части в них нет никаких значимых для картины событий, они как бы просто задают вайб. Однако занимают в конечном счете 10-ую долю общего хронометража. Сюжет носит такой же опциональный характер, как и в 4 предыдущих картинах. Чисто технически персонажи куда-то двигаются и что-то делают. Однако ценность здесь совершенно точно не в неожиданных поворотах и не в какой-то интриге. Она вот в чем-то таком. А это, между прочим, напряженная сцена погони. Или вот в таком. Или может таком. В том, как красивая картинка сочетается с музыкой или даже любимой рёфновской тишиной, а в их пересечении происходит генезис. Рождение чего-то, от чего лично мне становится очень уж хорошо. Too Old to Die Young и Ковбой поставляют подобные сцены на конвейере, но каждый раз умудряются удивлять. Удивлять тем, какое настроение в этот конкретный раз приносят с собой. Или тем, как точно попадают в мое представление о прекрасном. Вернее, даже не в представление о прекрасном, просто в какие-то потайные желания. В то, что я по какой-то не всегда даже мне понятной причине хотел увидеть. С сериалами мне нравится идея просто создавать череду хайлайтов, каких-то ярких моментов, сливающихся в один бесконечный поток. Ведь стриминг никогда не заканчивается. Когда я создавал Too Old to Die Young, я снял цельное 13-часовое событие. Как будто я пришел в художественную мастерскую, встал за огромный холст и просто рисовал и рисовал. Фактически я снимал и снимал 10 месяцев, пока не закончились деньги. Для Рёфна это не просто утоление жажды снимать свои картинки 100 часов, но и логичное продолжение его футуристических воззрений. За стримингом будущее, его нельзя игнорировать. Даже традиционные кинотеатральные фильмы в конечном счете попадают на стриминги, и датчанин считает важным держать в уме это конечное направление. Классический сериальный формат с аккуратно нарезанными трехактными эпизодами по 40 минут или часу в реалиях Netflix и прочих Амазонов он клеймит пережитками прошлого. Такой подход возник во времена аналогового ТВ, когда шоу выходили раз в неделю в конкретное время на конкретном канале и собирали вокруг себя целые семьи для домашнего киновечера. Так почему мы до сих пор используем его, если культура потребления давно изменилась? Если для многих основным интерфейсом просмотра теперь стал не проектор в кинозале и даже не телек, а экран смартфона, с которым можно ставить паузы, сворачиваться, чтобы ответить в чате, возвращаться назад. Стриминг всегда с нами. Мы то подключаемся, то отключаемся. И именно мы сами решаем, когда, как и почему остановить шоу, а затем снова запустить. Это становится гораздо более интерактивным опытом, а не просто традиционным потреблением в формате «смотри и думай, что тебе скажут, а потом двигай дальше». По крайней мере, для меня. Держа вот это заключение в уме, датчанин совершенно искренне хотел пустить Too Old to Die Young на стриминге одним единым фильмом на 13 часов. Чтобы зрители могли, как в цитате выше, подключаться к истории и отключаться от нее в любой момент по зову сердца. Продюсеры Амазона инициативу не оценили, и потому Рёфну пришлось таки порубить контент на 10 отдельных эпизодов. Но, уверяю вас, вы такой странной дележки не видели еще никогда. Я уже говорил, что Рёфн отказался от стандартной сериальной драматургии. Поэтому тут нет традиционных клиффхенгеров, подталкивающих нас смотреть дальше. Или вообще, цельности эпизодов. И потому конец и начало здесь штуки довольно абстрактные. Второй эпизод, например, длится 1:40, 10-й – жалкие 30 минут. И в целом не содержит вообще никаких ключевых событий, напоминая скорее сцену после титров. Сама по себе связанность повествования штука тоже довольно номинальная. Отталкиваясь все от тех же тинейджеров со смартфонами, Рёфн привозил на все предпросмотры от Каннского фестиваля до всяких журналистских ивентов только 2 серии, 4-ю и 5-ю, чтобы показать сразу сердце фильма, ведь его дочери, выбирая контент на ютубе, включают что-то сразу на середине, а затем, если им нравится, возвращаются, чтобы посмотреть целиком. Не то чтобы Too Old to Die Young следовало изучать в случайном порядке, какая-никакая последовательная история в нем есть, но сам подход красноречиво подчеркивает для нас кристаллизацию формулы Рёфна, итог его многолетнего изучения себя и окончательный отказ от традиционного содержания в угоду его форме.
Все то, что раньше появлялось у датчанина по отдельности, как эксперимент, случайность или вынужденная уступка, здесь собралось в единую систему. От первого пушера осталось ощущение криминального мира как тесной, грязной, самопожирающей экосистемы, где человек всегда кому-то должен и никогда по-настоящему не свободен. От Блидера вот эта очень странная, а потому узнаваемая связка резкого, приземленного насилия и какой-то возвышенной, местами даже смешной, вычурной визуальной поэзии. От Страха Икс паранойя, пустота, ощущение засасывающего тебя заговора без центра, в котором невозможно добраться до сути. От второго и третьего пушера сюда переехала зрелая рёфновская безысходность. Семья, отцы, дети, долги и вина, наследственность, невозможность вырваться из роли, которую ты однажды взвалил на себя. От Бронсона идея человека как самосозданного мифа, персонажа, который важен даже не психологической глубиной, а тем, как мощно он отпечатывается в сознании одним своим образом. От Вальгаллы – ритуальность, медлительность, почти религиозное ощущение пути вовне времени. От Драйва – фетиш позы, молчания, музыки и насилия. От «Только Бог простит» – окончательное предпочтение сна при температуре 40 реализму и пространство человеку. Ну а от «Неонового демона» – понимание, что изображение в его руках важнее любой истории, а отдельная сцена вполне способна жить как самостоятельный аттракцион. В Too Old to Die Young все это просто оказалось возведено в абсолют. Сюжет здесь уже даже не пытается изображать двигатель произведения. Он просто функциональная вешалка, на которую Рёфан, стараясь не опрокинуть, развешивает свои любимые картинки. Персонажи едва двигаются и почти не говорят. Постановка каждый раз сносит крышу. Насилие шокирует, музыка разгоняет мурашки. Отдельные клипы в каждой серии просто требуют тут же найти их на ютубе и потом раз в 2 дня пересматривать. Едва ли тут корректно будет говорить о каком-то очередном кризисе Рёфна или еще одном перерождении. Скорее, это стресс-тест уже выбранной формулы. Не сериал, созданный, чтобы завоевывать статуэтки или новых фанатов, а демонстративный плевок во всех, кто слишком сильно держится за свое чувство прекрасного. Вы говорили, что Рёфан медленный? Попробуйте теперь выдержать не 2, а 13 часов. Слишком самовлюбленный? Ну да. Я гламур, я вульгарность, я скандал, я будущее, я контркультура, я коммерческая реальность, я художественная сингулярность. Слишком помешанный на картинке? Вы все правильно поняли. Поздний Рёфан не спорит с этими обвинениями, а берет на вооружение и клеймит 3 буквами NVR. Они в Too Old to Die Young появляются в каждой серии. Ковбой из Копенгагена на этом фоне способен показаться очень странным продолжением карьеры. Он и короче, и быстрее, и вообще будто бы шаг назад. Но это, на мой взгляд, не совсем правильный угол обзора. Ведь если Too Old to Die Young — это помпезный финал всей карьеры, своеобразное подведение итогов всему тому, чему датчанин научился за 25 лет, то Копенгаген Ковбой здесь — это своеобразная сцена после титров. Даже сам Рёфан относится к ней с определенным снисхождением. Зовет сериал своей собственной пластинкой Greatest Hits. Приятным возвращением к тому, с чего он начинал. И попыткой через это возвращение понять, где он находится сегодня. Мне очень нравится вот эта цитата. Если бы я сегодня снимал Пушера, у меня получился бы Копенгагенский ковбой. И это правда так. Тут снова Дания, снова подполье, снова драгдилеры, бордели и много перемешанных этносов. Есть даже снова Мила и Радован, которые вот доросли наконец до проворачивания сделок в пентхаусе. А вот и граф из второго Пушера, в совсем другом статусе. И девушка в жизни все-таки преуспела. И неприятный балканец, который досаждал Милы. И даже 2 интервьюера, что доводили Рёфна до слез на ТВ. Вот они, звезды 2, пожалуй, самых смешных сцен во всем сериале. Но теперь к ним добавляются и все его более поздние находки. Неон, статика, молчаливый и очень мистический протагонист. И прочие характерные рёфновские приемы. Я вот давно не распылялся о том, как у него по ходу съемок через раз меняются целые фильмы, так давайте сделаю напоследок здесь. Одним прекрасным утром Рёфан проснулся и решил, что его героиня должна быть инопланетянкой, прямо между дублями. И потому к 6-му эпизоду команде пришлось добывать звездолет. Мой поинт тут не в том, что это единственный верный подход к кинематографу, или что Рёфан недопонятый гений, давайте все любить его. Мой поинт в том, что так как он, сегодня просто никто больше не делает. По мнению датчанина, мы с вами оказались на пороге большой революции, на стадии, когда кино впервые за десятилетие стало возможно еще раз переизобрести. Старые формы во многом исчерпали себя, стали предсказуемыми и безопасными. На вызов новых форм медиа индустрия кино ответила гордым молчанием. И именно на этом фоне рёфновские антисериалы, антисюжеты и в целом антинормальное кино обретают такую ценность. Не потому, что вы их не поняли и на самом деле они лучше всех фильмов в мире. И даже не потому, что они якобы предсказывают нам будущее развлечений, а потому, что в эпоху, когда значительная часть индустрии стремится аккуратно обслужить интересы зрителя, Рёфан упрямо защищает право кино быть неудобным опытом.
Не контентом, который боится не оправдать ваши ожидания. Не продуктом, который хочет удержать ваше внимание до конца. И не аттракционом, где каждую минуту заботливо проверяют, не заскучали ли вы. А странным, очень эгоцентричным, а местами и вовсе буквально невыносимым порождением индивидуальной авторской воли, которая не просто не пытается сгладить конфликт между зрителем и автором, а делает этот конфликт главным событием просмотра. В этом и есть ведь главная цель искусства. Как сделать мир лучше? Заставить всех и каждого пережить дискомфортный опыт, который подтолкнет их задуматься. В противном случае вы просто сделали что-то неплохое, нормальное, интересное. Это неплохо само по себе, но нет гарантии, что такое искусство просветит зрителя или тронет до глубины души. Я всегда говорю, что поляризация мнений – это настоящий успех. Ведь это значит, что то, что вы сделали, оказало на людей настолько разное воздействие, что они действительно захотели обсудить это, очень громко поделиться пережитыми эмоциями, а это уже автоматически порождает диалог. И мне кажется, что если бы мы чаще общались друг с другом вот так, как живые люди, лицом к лицу, мир был бы гораздо лучше. Весь этот ролик затевался как одна большая подготовка к ее личному аду. Первому полнометражному фильму Рёфна со времен «Неонового демона», который мне пришлось ждать долгие 10 лет. Я начинал работу, не зная точно, что ждет меня впереди. Однако в ходе написания этого текста стал видеть определенные закономерности, которыми изо всех сил пытался поделиться с вами выше. И собственные выводы несколько выбили меня из колеи. Последняя глава про 2 сериала чисто технически не является, конечно, заключительной для карьеры датчанина. Ему всего 55, и мы как раз получили вот от него новый фильм, но почему-то, чем больше я вглядывался в этот путь, тем больше мне казалось, что он закончен. Что Рёфн прошел все предназначенные ему испытания и, что еще более важно, ответил сам для себя на все вопросы. Исследовал все темы, которые трепетали в душе, и довел собственный творческий метод до абсолюта. В «Ту Олд Ту Дай Янг» и «Копенгагенском ковбое» для меня не было надрывных рёфновских поисков, лишь нарциссическая демонстрация себя. Вот он я, и вот что я лучше всех в мире умею. Разительная разница с его былыми работами видна в интервью. Готовясь к ролику, я старался прочитать и отсмотреть вообще все материалы, посвященные каждому новому фильму, и выписать для себя ключевые цитаты. Обычно на каждый фильм накапливалось страниц по 10, а то и 15. С сериалами едва хватило наковырять на 2, да и те во многом не пригодились. Все это создало для ее личного ада немного тревожный фон. Мне начало казаться, что Рёфн, как в свое время говорили в батл-рэпе, исписался, что ему стало нечего больше сказать. И что теперь он, как никогда ранее, близок к тому, чтобы по-настоящему начать повторяться. А разве не от этого он бегал всю свою жизнь? Его выступление в Каннах расставило все на свои места. Там, прямо во время пресс-конференции, Рёфн вдруг разрыдался и рассказал, что 3 года назад почти умер из-за проблемы с сердцем. И только стараниями хирурга был возвращен в мир людей. И вот что важно, к тому моменту, незадолго до происшествия, он в самом деле потерял свою страсть к кино. Решил, что рассказал достаточно, что ему правда больше незачем и, главное, не о чем снимать фильмы. Однако околосмертный, даже посмертный опыт, вернули его на площадку. Поставили перед ним много новых вопросов, которые очень и очень хотелось изучить на экране. Когда я вернулся, то понял, что у меня осталось еще лет, может, 25. Так что я выжму из них чертов максимум. Многим ли был дарован такой второй шанс? И потому в кино я шел едва ли не прыгая. Отставить творческий кризис, никаких исписался. Моему любимому режиссеру еще есть что сказать. Да и вообще, забудьте про свои драйвы. Теперь мы реально взлетаем. Мейнстрим, берегись. Вот только фильм мне совсем не понравился. Маэстро в нем еще сильнее ударился в стилизацию. Теперь это буквально волшебник из страны Оз, которого можно разобрать на детали по проповской волшебной сказке. И соответствующим оркестровым, помпезным, вычурным саундтреком. Единственный стилевый синтвейв включился во второй половине титров, когда весь зал уже ушел по домам. Диалогов стало просто море, и многие из них кажутся страшно неловкими. Для статики почти не осталось места, гораздо больше Рёфну оказалось интересно снимать цельные сцены. Ну а кэмповая натура датчанина здесь затмила все. И потому на дистанции всего фильма зал не раз и не два во весь голос смеялся, будто смотрит не датско-американский артхаус, а какую-то кинопародию прямиком из 90-х. По-своему харизматичную, но совсем не такую, какую я ждал от Рёфна. Признаться честно, уже к середине персонального ада я несколько скукожился в кресле, предвкушая, как на выходе из зала меня засмеет девушка, которую я 3 месяца перед этим заставлял смотреть по кругу все фильмы датчанина. Я повернулся к ней, чтобы кивнуть и как бы признать поражение, и обнаружил, что та едва ли не тонет в слезах. Все то, что в этой картине било совершенно мимо меня, попало ей прямо в сердечко. И в результате в качестве ревью я услышал: Гений, как же он чувствует. Это вообще его лучший фильм.
Думаю, такой полярностью мнений Рёфан должен гордиться. На момент написания этих строк с моего пресс-показа прошла неделя. Я проработал в себе все эмоции, пару десятков раз промотал картину в голове, устроил целую АМА-сессию на Reddit, все осмыслил и, по крайней мере до моего второго просмотра, это по-прежнему один из моих наименее любимых фильмов датчанина, точно выигрывающий разве что у Страха X. Но даже в этом я вижу огромную ценность. Смерть автора происходит ровно тогда, когда он перестает искать и начинает обслуживать ожидания. Рёфан после «Неонового демона» оказался пугающе близко к этой точке, однако жизнь обернулась настоящей поэзией. Смерти творческой датчанин по итогу предпочел смерть реальную и таким образом вернул себе жажду поиска. Работы Рёфна в моем представлении существуют связками. У нас была эпоха «Я все знаю», была эпоха пушерной искренности, была молчаливая трилогия, была неоновая. В каждой из них Рёфан заявлял какой-то новый мотив, новый элемент метода, а затем обследовал его с самых разных сторон, приходя порой к неожиданным результатам. Любимого всеми драйва ведь не было бы, не случись молчаливого эксперимента с Вальгаллой. Her Private Hell из неоновой эры выбивается, а значит открывает для нас совершенно новую арку Рёфна, такую, какой я никак не мог ожидать. Я пока не понимаю ее и не знаю, чего ждать дальше, но даже сейчас, просто выписывая эти строки, я прям буквально вибрирую от предвкушения. А чувство, что впервые за целую декаду мы оказались на неизведанной территории карты Рёфна. Рёфна по-прежнему странного и непонятного, но теперь очень трогательного, во многом раскаивающегося, переживающего за семью, осмысляющего свою без 5 минут смерть, с которой он едва не оставил любимых дочек без родного отца. Готового и к болтливым героям, и к шуткам, и к CGI, которого он раньше всегда сторонился. Рёфна ищущего. И мне безумно интересно увидеть, что он дальше найдет. Ведь «Персональный ад» открыл даже не новую трилогию в фильмографии режиссера, а второй акт в его творческой жизни. У меня был порок сердца, то есть кровь текла в обратном направлении, так что в каком-то смысле это было очень поэтично. Своего рода механическая неисправность внутри меня, которую устроил Бог. Случилось это ровно тогда, когда я подошел к концу первого акта моей карьеры.